Надеюсь, это интервью не посмотрит моя мама. Ребята, успокойтесь. Я натурал. Ты очень плохой человек. Я ненавижу российский шоу-бизнес. Колбаска с чесночком. Так хочется сделать тебе. Короче, смотри, Данила Поперечный. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Слушай, я правильно понимаю, что ты впервые в жизни пьешь крафтовое пиво? Ну, не впервые, но с тобой, да. Да, ну, в общем, друзья, если кто-то не в курсе, Егор Крид, человек, который обычно бывает в чайхане, кальянчик, вот это вот пых-пых, Корона Экстра, пьет настоящий крафтовый пиван прямо. Добро пожаловать в наш простой мир. Спасибо. Рассказывай, ты теперь свободный человек? Я был всегда свободным человеком. Но теперь ты официально свободен, потому что ты не на Black Star. Да. Как это произошло? Что именно? Расставание с Black Star. Слушай, ну, вкратце или... Можно всю длинно. историю? Окей. Можешь даже назвать тот день, что ты делал, когда ты понял, что пора расставаться. Ну, где-то за месяц до того, как у нас подходила дата окончания контракта. 12 марта. 12 марта, да, правильно. Мы встретились с ребятами, они сделали мне предложение, как бы совсем другие условия, чтобы продлить контракт. Вот, я как бы их рассмотрел, но в итоге потом все равно принял решение, что буду двигаться самостоятельно и все. Почему? Мало денег? Нет, дело не в деньгах. Дело в том, что просто, во-первых, я перерос всю эту историю. Быть артистом, подпродюсером. Потому что я пишу песни все сам, там, продюсирую клипы все свои сам. Какие-то процентов, наверное, 90 клипов я смонтировал полностью сам, сидел там с монтажерами. Вот. И я сам хочу быть продюсером самого себя, принимать самому решения и отвечать за них полностью. Нести ответственность за самого себя. Как-то так. Как встретили эту новость, чуваки? Пашу и Тимати, я правильно понимаю, они вели переговоры? Пашу, Тимати, Вальтер, их трое. Так. Ну, слушай, я думаю, что когда у тебя уходит самый главный актив в компании, то это вызывает сомнения, вопросы, и, конечно же, им не очень, наверное, эта история понравилась. Ну, в том плане, что я думаю, что они были расстроены тем, что я не подписываю контракт с ним дальше. Что ты можешь по деньгам рассказать? Ходили слухи, что Так. работая в Black Star, ты получаешь сильно меньше половины от того, что ты зарабатываешь. Ну, то есть, грубо говоря, Смотри, концерт... смотри, так как это конфиденциальная информация, в принципе, Да. да, я не могу тебе сказать, но ты можешь предположить, я могу с тобой согласиться. Такой вариант ок? Да, давай. Давай. 40% от концертов и всей прибыли тебе, 60 Black Star. Еще вариант? Ну, вот я о таком слышал. Это Ну, были новые условия. Что новые условия? Ну, предлагались такие новые условия. Я думал, ты про старые условия. Старые условия были чуть ниже. Ниже. А предлагались? Полностью зеркально, но еще лучше. Еще лучше. Да. У тебя есть, насколько я знаю, условия по контракту, что ты не можешь поливать Black Star говном? Так ведь? Ну, Просто все, кто уходит, так на таких условиях расстаются, насколько я у понимаю. меня, в принципе, нету задачи и нет желания этого делать. Ты можешь вспомнить поступок, за который у тебя произошел за последние 5-7 лет, который ты считаешь ошибкой? Мой поступок? Да, именно твой. Да я, слушай, так сразу не вспомнишь, у меня много было ошибок. Ну, приведи пример. Клип, который ты бы не выпускал, песня, которую бы ты не писал, концерт, Слушай, на который бы ты не я- ехал. У меня есть один клип, который мне нравится меньше, чем все остальные. Это какой? Называется он «Мало так мало». Вот и я очень не люблю эту работу, и когда я смотрю этот клип, я прям вот с фейспалмом сижу. А что там не так? Ну, просто это была спродюсированная полностью история не мной. Я как бы не участвовал вообще в этом, в принципе, сценарии. Я там что-то подсказывал. Та идея, которая должна была у нас быть в итоге, получилась не такой. Получилась не очень история. Вот, и его так все как-то задисили, и мне он самому не нравится. Так, то есть все произошло, Песня неплохая. все произошло полюбовно и без проблем. Что именно? Расставание. Не, ну, конечно, это было долго. Контракт закончился 12 марта, получается, и где-то через 1,5 месяца мы только пожали друг другу руки и добились того, что у меня есть мой товарный знак Егор Крид, и есть мои песни, я могу их исполнять. И Но это имя было долго. остается. Да, и да. всё. Ну, конечно же, там Пашу давал, генеральный директор лейбла Black Star давал интервью, где говорил, мы сейчас как бы общаемся и дальше будем понимать, останется ли он Егором Кридом и так далее. То есть, понятно, они могли просто забрать товарный знак и не дать права исполнять песни мои же. Почему они его не забрали?
Лева, Эльван не может сейчас разойтись, он в процессе переговоров по-прежнему. Слушай, ну, я не знаю, наверное, у меня получилось договориться как-то лучше, чем у него, я не знаю. Ну, просто смотри, я такой чувак, что я, несмотря на то, что там люди меня воспринимают очень спокойным, тихим и таким, знаешь, вылизанная картинка, но у меня есть яйца, и я как бы, если я поставлю себе цель, я буду ее добиваться. И было где-то 3 или 4, 5 встреч, где мы долго обсуждали все, общались, и в итоге на взаимно выгодных условиях пожали руки и полюбовно разошлись. На какой из этих встреч появилась Карина Ротенберг? Ни на одной я не был. Где и когда вы познакомились? Слушай, мы познакомились до Нового года на автопати, по-моему, или на... Это какое-то было мероприятие Эмина Агаларова, то ли «Жара», то ли что еще. Я не помню точно. Я пел где-то песню «Цвет настроения черный», она была в зале, и потом через, наверное, часа 2 мы встретились где-то на автопати. Да, что-то. И вы подружились? Да. А какого рода эта дружба? Ты выступал у них на семейном торжестве? Не, ни разу. Вы общаетесь? Да, мы общаемся, дружим. Ну, просто смотри, здесь я в пример могу привести Кобзона, с которым я был знаком, и это замечательный просто человек, Царство Небесное. Это человек, который огромной величины, который общается с разным как бы населением, с любыми людьми разного калибра, будь то там политики, депутаты, спортсмены, актеры, бизнесмены и т.д. и т.п. И так получилось то, что мы познакомились, подружились, вот и все. То есть ничего другого. Егор, ты Карину Ротенберг с Кобзоном сравниваешь? Нет, почему? Я сравниваю себя. То, что у артиста, когда у него есть большая величина, он общается с разным калибром людей. Вот и все. Но познакомились мы не с Кариной первым, а с Борисом Романовичем. Это правда, что если бы не они, ни имя, ни песни, ты бы себе не оставил? Мы чуть опоздали с этой темой. Я хотел уже здесь об этом сказать, что это неправда, но буквально вот там час назад до нашего интервью Тимати выложил опроверждение того, что Борис Романович Ротенберг, к его сожалению, не участвовал в сделке между мной и Блэкстаром. То есть это правда, то, что его там не было. Смотри, я про то, что Ротенберги вписались за тебя, услышал за несколько дней до новостей. И не я не помню, кто-то Стархит написал или кто-то вот из этих шоу-бизнесских медиа. Телеграм-каналы всякие. Я узнал это не от них. От кого? Я не могу сказать, но от людей, которые, в общем, которым я доверяю гораздо больше, чем Стархиту. И версия следующая. Версия следующая. Когда переговоры уже стали идти хреново, Егор Крид обратился к дружественному себе семейству Ротенбергов и сказал: друзья, а могли бы ли вы мне помочь? И Ротенберги помогли Егору Криду развестись с Блэкстаром полюбовно. Это не так. Ну, все, что я могу сказать, что это неправда. Вот и все. Мы дружимся, общаемся, но чтобы идти к ним за помощью и говорить: пожалуйста, помирите меня с Блэкстаром, мне нет смысла. Тем более вся эта движуха длилась, я не знаю, месяца полтора, а если бы я обратился к ним, то решилось бы все, я думаю, гораздо быстрее. Ты в курсе, как разбогател Борис Ротенберг? Нет. Никогда не интересовался? Никогда не интересовался. Как ты будешь вспоминать пацанов из Блэкстара? Я благодарен им за то, что 7 лет мы были одной командой, и за то, что, несмотря на разные там расхождения, разногласия, я думаю, то, что я многое узнал за все это время. Что, например? Ну, слушай, как бы я взрослел вместе с ними, я пришел молодым пацаном, мне было 17 лет. Я переехал один в Москву, я жил без семьи, без родителей. А когда ты в таком возрасте, когда ты привык к тому, что там, типа, я не знаю, ты утром просыпаешься, и ты видишь там лицо мамы, папы, и если тебе дерьмово, ты можешь сюда подойти и сказать: блин, бать, что мне делать в этой ситуации? А здесь ты один, огромный город, ты здесь никого не знаешь, я из Пензы, у меня маленький город, понимаешь, и там абсолютно другой уровень всей этой движухи. И огромный мегаполис, который тебя реально начинает сжирать. И тут вот момент, выстоишь ты или нет. И пацанам спасибо, во-первых, за то, что они были, ну, как бы
моей стеной определенной и были со мной при моем взрослении. Ну и, конечно, это огромный опыт. Хоть раз ты что-то делал, что не хотел делать? Ну, нужно было. Не знаю, наверное, да. Больше да, чем нет. Больше да, чем нет? Да, но такого не было, чтобы меня что-то заставляли никогда. И не говорили мне, если ты там, типа, это не сделаешь, что тебе будет плохо и тому подобное. То есть мне как-то повезло, что мы выстроили так отношения с ребятами с Пашу. У нас с Пашу были самые близкие отношения из всего лейбла, что ко мне как-то по-другому относились, чем ко всем артистам. А тебя же выпереть хотели. Ну, если я ничего не путаю, ты почти 3 года был якорем компании. Ну, не то, что якорем, просто когда 17 лет мне было, я приехал, подписал контракт, потом 2 года где-то, или 2,5, я не помню, я ничего не зарабатывал. Что тебе платили? Я не знаю, но у меня концерт тогда стоил где-то, не знаю, 1030, может, 40, и я получал в месяц где-то со всеми расходами в итоге там 1030, 40, 50 где-то на протяжении 2 лет. И тогда ко мне подошли ребята из Black Star, сказали, мы готовы тебе отдать контракт, потому что мы не видим в тебе перспективы, ты не приносишь нам деньги. Я сказал, ребят, дайте мне еще время, и через некоторое время, по-моему, недели 2, может 3, я выпустил свой первый хит. Самое-самое? Да. Как и ты тогда сейчас... вся движуха пошла. Как ты сейчас вспоминаешь этот хит? Охренительно. Вообще со всей любовью и просто как это было написано, и я не знаю, это какой-то был волшебный момент. То есть, знаешь, когда ты бьешь в одну точку, бьешь, и думаешь, блядь, ну уже 2 года прошло. Ты находишься на крупном лейбле, но ничего не получается. И здесь ты бьешь в одну цель, и в итоге все получилось. И было это просто очень внезапно. Я написал альбом «Холостяк», который называется. Уже полностью он был готов, мы его начинали сводить, и, короче, мы сидим на диване, охрененная была хата, была съемная квартира, где мы писали первый альбом, мы там жили всей нашей бандой музыкантов из Украины. Между тем, как мы писали песни, у нас на микрофоне мы носок надевали вместо пуп-фильтра, и на кухне очень часто с помощью дезодорантов из зажигалки херачили тараканов. В общем, вот в такой атмосфере мы работали, и это было, мне кажется, самое лучшее время, которое было в моей жизни. Это была такая крутая творческая атмосфера. В общем, записан альбом, мы сидим, и Палагин, есть такой чувак, он битмейкер из Украины, Влад, он то ли начинает наигрывать на гитаре, то ли он нашел какой-то гитарный сэмпл в программе. И я говорю, так, подожди, блин, это очень круто. И начинаю фристайлом накидывать текст песни «Самое-самое». Она любила кофе в обед. И все, написал куплет, написал бридж. И на тот момент еще Миша Марвин, который сейчас является артистом Black Star, он не работал, еще он был среди группы этих пацанов. И мы с ним вместе еще добили припев этой песни «О боже, мама, мама, я схожу с ума». И вот так родился этот хит. Буквально где-то минут за 5, 6, 7 родилась вся эта песня. А кто в ответе перед человечеством за строчку «Пьяный без вина»? Ты или Миша Маврин? Я. Да. Вот спустя 5 лет тебе не кажется, что это, ну, прям очень слабо? Ну, слушай, Даже для поп-песни это прям... Мне не кажется, рифма, слабо. которая 400 тысяч раз встречалась в самых разных других Я тебе так скажу, этот трек играл отовсюду, вот из каждого утюга. Это был самый большой бенгер 2 лет, либо, там, я не помню, какого времени. Он в iTunes, везде, он был на первых местах, и для меня это было что-то, наверное, нереальное, невозможное. Поэтому каждая строчка имеет там место быть. Мамочки. Да. В каком финансовом состоянии ты уходишь в самостоятельную жизнь? В нормальном. У тебя есть $1 миллион на счету? Зачем тебе эта инфа? Слушай, просто дружище, знаешь, ну, типа... извини, что я... цитата из твоей песни. Forbes, хватит считать, сколько я заработал, оставим вопросы Дудю. Да. Это в твоей песне. Во-первых, я польщен, что моя фамилия там встречается. Да, спасибо. Вот, пусть это и рекламный трек. Вот, ну, где, если не в нем. Так давай хотя бы один вопрос. Есть ли у тебя $1 миллион на счету? Есть. Лето почти началось. А перед каждым летом я делаю одно и то же упражнение. Открываю календарь, проверяю расписание музыкальных фестивалей и решаю, куда же я гоню в этом году. Самый кайф, если удается совместить это с работой. Ну, когда меня кто-то приглашает покричать в микрофон. И в этом августе случится именно так. С 16 по 18 августа пройдет один из главных фестивалей этого лета — Live Fest Summer. И пройдет он здесь, на Роза Хутор.
3 дня отличного и разного музла. 3 мощнейших хедлайнера с фестивальными сетами. 16 августа — Little Big. 17 августа — Ленинград. 18 августа — Сплин. Кроме них — Brainstorm, Шорт Парис, Хлеб, Татарка, Сайго, Большой Русский Босс, Animal Jazz, Линда и многие другие. Я буду здесь в первый день, как раз когда будут выступать Little Big и авторы нашей заставки «Хлеб». Но вам рекомендую пригнать на весь фестиваль, потому что Live Fest — это не только музыка, это много движухи вокруг нее. Спортивные активности, ночные кинопоказы и, внимание, Сереге Лынкову, огромный фудкорт. Ням-ням-ням-ням. Сюда можно пригнать на своей тачке, вон там будет огромная парковка, жить можно в палатке, вот там будет палаточный городок, ну или в одном из отелей или апартаментов Роза Хутор. Здесь они отличные, их полно и на любой кошелек. Ну а если вы забронируете себе жилье на rozahutor.com и ведете промокод ROZALIVEFEST, можно получить скидку 10%. Причем это правило работает не только на дни фестиваля, но и на весь летний сезон. Вот здесь, на высоте 960 метров над уровнем моря, будет установлена фестивальная сцена. В течение 3 дней здесь будет происходить главный движняк. Но если вдруг вы захотите остаться подольше, на Роза Хутор полным-полно развлечений для всей семьи. Горные велики, конные прогулки, скалодром, батутная арена, полеты на параплане, йога, спа, а внизу просто отличный пляж. Чтобы попасть на Live Fest Summer, нужно перейти по ссылке в описании на сайт ponominal.ru. Это единственный билетный оператор, который продаст вам билеты на все 3 дня без наценки. До 1 июля действует специальная цена. Переходим, покупаем, приезжаем и встречаемся здесь. Ребятки, здесь кайфово, не только зимой. Здорово! Так, у нас ничего нет, родная. Ты приехал сюда с охранником. Зачем он тебя? Чтобы не переживать. За что? Ну, слушай, очень часто докапываются на улицах. Как это выглядит? Что значит докапываются? Ну, слушай, я помню то, что когда была эта ситуация с Хабибом, я не знаю, в курсе ты про нее или нет. Да, конечно. Ну, я не знаю просто в каких масштабах это все проходит обычно. Я стараюсь не наблюдать за всей этой херней. Вот, когда все это произошло, на гастролях в России, в Москве, в частности, очень часто было такое, что ночью просто стучали в двери, ждали люди. Двери дома? Нет, в дверь отеля. А, дверь отеля. Да. Так, это бы именно после Хабиба? Именно после Хабиба, да, пошла движуха. Чего хотели? Я не знаю, либо спросить, как дела, либо пизды дать, наверное, одно из двух, наверное, второе больше. Да. И после этого у тебя появился охранник? У меня была такая история, что до этого у меня был водитель просто, потому что решать вопросы за это рулем, понятно, да. это, да, очень сложно. Потом я взялся телохранителя, потом слетал в Дубай, в очень такую, знаешь, страну, где все очень спокойно, и подумал, знаешь, зачем он мне нужен. Вот, и потом опять возобновил эту историю, потому что, во-первых, это и произошла ситуация, плюс вообще, в принципе, много хейтеров, и те, кто меня не любит, их большое количество. И что, ты думаешь, мы исключаем чуваков, которые, может быть, вписываются за Хабиба, ты думаешь, что хейтеры могут доебываться прям физически? Я думаю, что да. Ну, слушай, мы с тобой сидели в Чайхане. Какая вероятность того, что до нас с тобой доебутся? Ну, нулевая. Максимальная. Почему? Ну, потому что. Ну, ты, наверное, не бывал там по пятницам. Так, а что там происходит? Ну, ты публичное лицо. Смотри, вот как обычно бывает. Вот, допустим, кому-то не нравится твое интервью. Он подойдет, будет тебя качать за это интервью. Потом начнет тебя толкать или в рожу тебе даст и так далее. Такое бывает. Ну, у меня-то ладно, мы обсуждаем какие-то политические вопросы, еще что-то. Кто-то может, кому-то что-то, а тебе они могут подойти и качать, что... Слушай, если Мне нравится рифма. Если ты думаешь, что это просто для вида, то в этом нет смысла. Если ты заметил, что я сегодня сюда к тебе пришел без всех. Ну, я увидел, что он просто остался за рулем. Да. Слушай, ты главный поп-певец России сейчас. Что в этом статусе самое сложное? Самое сложное, наверное, не реагировать на все дерьмо, которое про тебя льют в интернете и СМИ и так далее. Это самое сложное. Лично для меня, потому что я, типа,
Я рак по знаку зодиака. И я не знаю, все такие, как я, но я очень чувствительный и принимаю все близко к сердцу. И когда очередное дерьмо какое-то на меня наговаривают, я реально переживаю из-за этого, потому что люди во всю хуйню верят. Сейчас люди верят во все, кто бы что ни сказал. Есть ощущение, я пока готовился, вот оно у меня четко сложилось, что у тебя слишком дохера свободного времени, и ты читаешь и смотришь про себя все. Да? Да. Ты выглядишь как человек, который знает, что про тебя сказал Иван Дорн. Который, ну, весна позапрошлого года, когда он сказал, Когда он у что... тебя Да, всё, когда он всё, сказал, что просто вот Крида слушать невозможно. Но если мы оцениваем конкретно в твоем вопросе, что мне не нравится в русском шоу-бизнесе и что я от последнего прослушанного я плевался, это, наверное, это Егор Крид. Который знает, кто что написал. Ну, ты смотришь видос, дохуя видосов, и точно все, которые хоть как-то касаются тебя. Зачем ты это делаешь? Это неправда. Вот там вот сидят два человека, которые могут тебе сказать, сколько у меня свободного времени. У меня практически его нет. Я вообще с друзьями не вижусь. У меня нет времени ни на семью. Иногда нет времени там, даже в город свой родной поехать обратно, чтобы проведать родителей. Я все время работаю, все время на гастролях, все время либо... Если у меня появляется время, то я либо на студии, либо с семьей. Вот как-то так. Но, наверное, 70% я знаю, что про меня говорят. Все остальное мимо меня проходит. Но тебя это обижает. Ну, я обычно говорю там, типа, блин, слушай, вот очередное говно вышло, даю своим менеджерам, говорю, посмотрите, что там. Я говорю, я не хочу. Меня не обижает абсолютно. То есть, если есть критика, если есть оправданная критика, это круто. То есть, ты всегда можешь пересмотреть что-то в себе, что-то изменить, поменять. Но если тебя просто херачат, ну... Когда твой концерт в Махачкале отменил Хабиб Нурмагомедов, как ты отреагировал? Ну, смотри, он не отменял мой концерт, потому что нам до последнего звонили и просили, чтобы мы не отменяли этот концерт. Вот. Но я тебе объясню, почему мы приняли решение этого не делать. Потому что буквально за 3 дня до концерта я просматривал Инстаграм, просматривал Директ, и я не понял, откуда столько угроз пошло в мой адрес. А потом жители Махачкалы, которые последователи Хабиба, они начали, я не знаю, что делать, какие-то общие мероприятия, что если кто там пойдет на концерт Крида из пацанов, мы там будем их бить, если там девчата пойдут, то они не женщины. И начало это все обретать такой огромный какой-то резонанс, что я подумал, что это просто небезопасно, в первую очередь, для моей аудитории, которая придет на концерт. Но до последнего дня нам звонили из Махачкалы и просили, пожалуйста, не отменять концерт, потому что вся глава Махачкалы ко мне шла на концерт, потому что это было огромное событие. К ним, в принципе, Все руководство. ну, я не знаю, все или не все, мне донесли так, что руководство Махачкалы звонило и просило не подводить, как бы, и сделать концерт. Но я сказал, что я просто не могу подвести своих поклонников и взять на себя ответственность, если с их жизнью что-то случится. Ты же был поклонником Хабиба до этой истории? Я и сейчас им остаюсь. То есть ничего не изменилось? Ну, то есть, как бы, смотри... Все-таки концерт отменил все равно он. Смотри, Решение принято смотри, вами, но... Смотри, если Ваня Дорн скажет, что я хреновый, от того, что мне нравится его музыка, как бы ничего не поменяется. Вот и все. То есть у меня нет такого, что как бы кто-то меня не любит, но от этого я не буду любить его. Это херня полная. То есть если Хабиб сейчас будет драться с Фергюсоном, снова с Конором, ты будешь болеть за него? Не то, что болеть, но просто он крутой боец. Но нет такого, что я прям супер его крутой фанат. И есть Конор, который мне тоже очень нравится. Есть Хабиб. И когда был этот бой, мне очень смешно было, когда все букмекерские конторы ставили на то, что Конор выйдет под мою песню. Ты хотел бы, чтобы он так делал? Ну, это тупняк был бы такой, знаешь, типа какой-то... Почему троллинг? Ну, троллинг, ну это было бы смешно просто. И все. Ты хотел или нет? Шнур нам рассказывал, что его зубы стоят 250 тысяч баксов. Сколько вся челюсть в итоге тебе обошлась? Вся хуйня 250 тысяч. Рублей. Нет. 250 тысяч баксов? Да. Сколько стоят твои? Бесплатно. По бартеру? Я вообще без бартера, без всего. Просто чувак знакомый. Так. Я сейчас, кстати, лечу зубы. Ага. Я буквально через 2 дня вырываю 2 зуба мудрости. Что тебя сделали с зубами? Ну, вот тебе пересобирали Реально? челюсть? Ты хочешь поговорить про мои зубы? Ну, я хочу понять, это виниры, это... Правильно я назвал, да? Это Рокс.
А можешь перевести для людей, Рокс, которые... есть да, такая вот- паста. Покупаешь Рокс, чистишь зубы, и они у тебя становятся белыми. Таких интеграций у нас еще не было. Ну, я Камон, не ты, амбассадор. ты хочешь сказать, что вот это не сделанные зубы? Ты реально хочешь об этом поговорить? Да, Я да. честно не знаю, как это называется. Просто мой знакомый чувак как бы предложил, я согласился. А что он делал? Ты вправлял ее, надевал Не, маску? ничего. Ну, я не знаю, как это делается. Типа, тебе наклеивают какую-то хрень. и Так, всё. и потом они белые. Твои зубы не портятся из-за этого. У тебя были грилзы. Да, я до сих пор в них гоняю. Объясни вот нам, людям из народа, как это? То есть ты их грилзы? надеваешь или что? Блин, у меня есть они с собой, кстати, могу показать. Они съемные. Да, конечно. Зачем ты их сделал? Слушай, я Выглядит фанат- странновато. Я фанат всей этой культуры просто, и мне очень нравится, когда вся рэп-тусовка и гоняет на грилзах. Я не знаю, я с детства просто люблю эту движуху, и когда у меня появилась возможность это сделать, я просто все заказал и сделал. А в твоем детстве у рэперов были грилзы? Да, конечно. Типа Полтинник и Полтинник. Puff Daddy. Полтинник, по-моему, носил, я не помню точно. Надо посмотреть. Что не стоит? Грилзы. Слушай, зависит от ювелира. Есть 3 ювелира в мире, которые сейчас типа такие популярные, с которыми я работаю. Бен Боллар, Дэйв Блинк и Рафаэлло & Co. У Эйса Ферга есть песня Бен Боллар did the chain, а в ремиксе Ники Минаж поет Рафаэлло did the chain, как раз про них, про двух. И Рафаэлло говорит на русском, Дэйв Блинк говорит на русском, только Бен Боллар не говорит. Потому что до хера клиентов из России. Нет, потому что Дэйв Блинк, по-моему, армянин, а Рафаэлло не помню. Ну, А это бриллианты, получается? да. Это белое золото, либо желтое, и туда вкрапленный бриллиант. Так, и сколько это обычно стоит? Сколько стоят твои грилзы? Ну, короче, где-то, ну, меньше десятки точно в долларах. А, меньше десятки Да, долларов. да. А. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. 2 новости из Арабских Эмиратов про тебя прилетели за последнее время. Во-первых, в Дубае на фестивале, прости господи, «Жара», у тебя был какой-то замес, ты был недоволен условиями размещения и просил себе 2-го охранника. Что было на самом деле? Ничего этого не было, я был всем доволен, никого я не просил. Вот, когда эта херня вышла. Слушай, я тебе сейчас так скажу сразу. В общем, про меня в последнее время очень много выходит негативных там, всяких статей, информации по поводу там, моего имиджа, по поводу того, что я там охреневший. Мы начали просто выяснять, что происходит, и откуда вообще идут все источники. И оказалось то, что есть какая-то одна компания, которая заказывает все эти статьи. И это правда. Я пока не знаю, какая это компания, но это абсолютная правда. Вот которые были вот все, там, я не знаю, последние там 3-4 месяца. По поводу «Жары», когда все это произошло и вышла эта информация, я позвонил Эмину, я говорю: бро, слушай, как бы тут какая-то инфа ходит. И он дал опровержение и сказал то, что это неправда. Потому что мы весь фестиваль были с ним, и все было окей. Какая компания хочет тебя и за что хочет тебя? Я не знаю, слушай, кому нужно, чтобы херачить мой имидж. Догадки есть, но говорить не буду. А ты уверен в этом? Ну, в этом уверен мой менеджмент, потому что мы очень долго копаем на этот счет. Потому что непонятно, почему так много всякой херни. То есть, знаешь, если, когда вот то, что это Абу-Даби, да, там вышла новость, там, как бы окей, мы знаем, кто ее сделал, но когда «Жара», и типа мы там находимся, и все супер круто и прекрасно, все отлично, все на позитиве, и выходит какая-то полная херня опять придуманная, ну, это же понятно, что кто-то это пишет, и кому-то это надо. Зачем еще? Если они берут информацию, которая вообще не существует, у нее нет никакой почвы, и ее дают в массы, значит, для чего-то они это делают. Что случилось в Абу-Даби? В Абу-Даби ты отказался выступать, тебя с позором выгнали с еще какого-то поп-шабаша. Что там случилось? С позором выгнали с поп-шабаша? Ну да, ты сидел, пил кофе вместо Не, того, по чтобы официальной уходить. информации Егор Крид кинул с 2 мероприятиями, потому что у него было плохое настроение. Именно так, да. Вот. Ну я примерно так же сказал, только без таких деталей. Спасибо. Ну, да. давай. Давай. Что же там было? Если честно, я до последнего не хотел копаться в этой истории и не хотел вообще никак про нее рассказывать, но... Ты готов послушать? Колбаска с чесночком. Специально, чтобы послушать. У меня это пиво выходит. Так, Новый год. так. У меня есть мой кент, очень близкий. Его зовут Женя, он из Дубая. И у него есть клуб «Бейс». И мы периодически делаем там концерты. Где-то, я не знаю, 2-3 раза в год. И у нас был запланирован концерт в клубе «Бейс» с моим другом.
на 5 января, получается. Буквально где-то за неделю пришло предложение от РМГ, русской медиагруппы. Киселев там босс. Да, Так. от русской медиагруппы пришло предложение, что они хотят мое выступление за гонорар 2 числа в клубе. Так. Я сказал то, что мне как-то не очень хочется это делать, потому что я купил в подарок путевки там, маме и папе, чтобы мы все вместе полетели в Дубай до концерта, там, спокойно, там, числа 2-3 и отдохнули. Да. Чтобы на утро после Нового года не лететь в Дубай, потому что, ну, как бы это тяжко. Да. И не очень хочется их напрягать в первую очередь. У меня мама очень боится летать. Я сказал окей, потому что это партнеры, и я не хотел портить партнерские отношения, да, потому что бывают такие случаи, когда кто-то может обидеться и все такое, т.д. и т.п. В общем, я согласился на это мероприятие. Где-то дня, наверное, за 2 до Нового года мне звонит Пашу, Павел Курьянов, это генеральный директор Blackstar, Да. и говорит: слушай, позвонили от Владимира Владимировича Киселева и попросили, чтобы ты выступил у него на закрытом мероприятии, он делал закрытое мероприятие, гала-ужин для гостей, для его. Опять также в поддержку партнерских отношений, потому что бывает такое, когда артисты выступают бесплатно, там, на автопати премиум Муз-ТВ, либо на пре-пати премиум Муз-ТВ, как, знаешь, как бартерные партнерские отношения. Я согласился на это, сказал окей, потому что я все равно уже на 2 число подписался. Дубай. 2 января. Если кто-то не в курсе, между Дубай и Абу-Даби 1,5 часа на тачке. Ну да. Короче, Дубай, 2 января. Я почему-то подумал, то, что вот как-то мне не захотелось ехать на машине с теми людьми, которых мне дали РМГ, и я поехал в Абу-Даби со своим близким другом, его зовут Султан, Так. на его машине. И все, и мы едем спокойно в Абу-Даби, у меня выход на сцену в 20... Во сколько у нас выход был на сцену? 22:40. Спасибо. Так. Вот, у меня выход был на сцену в 22:40, я приехал в 22:30. Все, я подъезжаю к Абу-Даби, к этому отелю роскошному, захожу туда внутрь и понимаю, что какая-то движуха странная происходит. Знаешь, вот ты когда смотришь и чувствуешь, какой-то кипиш происходит. Я зову своего менеджера, говорю: слушай, а какой формат мероприятия здесь? Она говорит: это аналогичный формат мероприятия, на котором мы выступали 3 месяца назад за гонорар. Я говорю: так, стоп. То есть это не закрытый гала-ужин маленький для друзей. Она говорит: нет, там 3000 проданных там билетов, я не знаю сколько, продавались столы, и вот такая тема. Я говорю: я понял. Дальше я понимаю, что мне нужно позвонить Пашу, потому что он мой продюсер, и оповестить его о том, что это не закрытый гала-ужин, а то, что это огромный фестиваль. Типа вас Абу-Даби. кинули. Ну, типа, как будто нас обманули. Так. Сажусь, звоню ему, он не берет трубку. Звоню еще раз, он не берет трубку. Звоню 3-й раз, он не берет трубку. Поворачиваюсь на своего менеджера, говорю: сколько у нас времени до выхода на сцену? Она говорит: еще 7 минут. Я говорю: окей, мы в тайминге. Значит, я попробую позвонить еще. Если я не дозвонюсь, пойду на сцену, выступлю, потом будем разбираться. Ровно после того, как я спросил, сколько время, идет человек, подходит ко мне и говорит: здравствуйте, Егор, я работаю на российскую медиагруппу. Владимир Владимирович Киселев просил вам передать, что вас снимают с радиостанции русской медиагруппы и со всех телеканалов русской медиагруппы на месяц, если вы не пойдете выступать. Я смотрю на него, не понимая, в чем прикол. Стоит мой менеджер с открытым ртом, мы все в ахуе. Я говорю: окей, мне нужно сделать звонок, я еще пока в тайминге, мне нужно позвонить. Он продолжает стоять. Я еще раз набираю, опять занято. Пашу в этот момент, как оказалось потом в дальнейшем, он летел в самолете, он приземлялся, поэтому просто телефон был отключен. И в эту же секунду, как я позвонил в последний раз, идет Владимир Владимирович Киселев, подходит ко мне и громко, матом начинает мне объяснять, что он сломает мне жизнь, что он сломает мою карьеру, что Крида на 3 буквы, нахер не надо выступать, бла-бла и тому подобное. Я повернулся, снял очки, сказал: спасибо большое, я вас понял. Спокойно встал и ушел. Так. Сел в машину, позвонил
сказал: ребят, произошла такая ситуация, у нас есть еще второе мероприятие, и так как я ответственен перед всей своей командой, которая туда приезжает, которая зарабатывает деньги, я сказал, что на второе мероприятие нам нужно ехать выступать или нет. Я готов отработать, несмотря на весь конфликт, несмотря на все то, что произошло сейчас. Потому что как бы там, наверное, ждут люди, и есть афиша какая-то в этом клубе. На что нам сказали, что второе мероприятие Киселев также отменяет. Дальше Владимир Владимирович Киселев отменяет весь трансфер с Абу-Даби до Дубая всей моей команде. Это саундтрек, нормально, все нормально. Ну-ну. Его тоже впечатлила эта история. Так. Вот. И на машинах, на которых мы приехали, всю команду мы везем обратно в Дубай. Проходит несколько дней, мне пишет моя подруга из одного, я не знаю, как сказать, журнала, Так. СМИ, и говорит: слушай, Егор, нам пришел такой пресс-релиз, посмотри. Я смотрю: Егор Крид кинул русскую медиагруппу, 2 концерта отменил, жил в самом роскошном номере Абу-Даби. Я жил в Дубае. Что там еще было? У него было плохое настроение, поэтому он не вышел на сцену. Я понимаю, что сейчас пойдет уничтожение меня, что я такой плохой, что я отказался, что я всех кинул. Народ, конечно, в это поверит. Я понимаю, что нужно что-то делать. Дальше я уже совместно с руководством лейбла начал разрабатывать стратегию по тому, как мы будем объяснять. Мы, точнее не мы, а даже больше Black Star и менеджер, написали пресс-релиз по всей этой истории, потому что мой менеджер стоял рядом со мной, он был свидетелем того, что происходило, что говорил Киселев, что мы были в тайминге, у нас есть СМС-подтверждение и т.д. и т.п. Написан был пресс-релиз. Вот, все. Дальше мы хотели его выложить, я до последнего тянул, я не хотел его выкладывать, потому что если вдруг я его выложу, то все это, ну, по моим каким-то мыслям, приобретет еще большей глобальной охватки. И я подумал, что ладно, я пока подожду, не буду ничего делать. Дальше мы разговариваем с Black Star, они мне говорят: русская медиагруппа, говорят и просят, чтобы ты извинился публично. Я сказал: извиняться я ни перед кем не буду, моей вины в этом нет. Я приехал вовремя, я приехал на мероприятие, которое мне сказали, что это закрытый гала ужин, оказалось то, что это не так. И я был готов выйти на сцену, если бы меня не... Как это сказать? Лучше. Давай, ты подберешь. Ну, видимо, тебя оскорбили, исходя из твоих слов. Да, то есть как бы у меня тоже есть... Понятно. И все это подали так. Вопрос. Да. Почему все так боятся Киселева? Не, я тебе сейчас расскажу эту историю. Давай. Давай. Готов был пресс-релиз. Я тебе объяснил, почему я Да. не хотел его выкладывать. Они попросили меня извиниться, я сказал, что я делать этого не буду. И буквально через, наверное, 2 дня, я был в Америке тогда, я как-то утром проснулся, открывая Инстаграм, и увидел то, что лейбл Black Star принял удар на себя, и они извинились перед РМГ. Да, понял. А почему все так боятся Киселева? Я не знаю. Он же кореш Путина, да? Да. И поэтому боятся. Ну, не то, что боятся, то есть... Ну, а как это назвать? Есть, наверное, ряд какой-то артистов, которые очень сильно переживают за то, чтобы их крутили на русском радио и показывали на телеканалах русской медиагруппы, и поэтому, скорее всего, они не хотят портить отношения именно с ним. Зачем тебе радио, когда у тебя клипы смотрят много миллионов просмотров? Поэтому я не извинился. И поэтому я как бы не сказал то, что да, я не прав. Слушай, чувак, я как бы... У меня есть достоинство, и я понимаю то, что если я прав в какой-то ситуации, если я где-то не прав, я извинюсь всегда. Я скажу, что я был не прав. Ты же дружишь с сыном Киселева. Да. Большим русским артистом Юркисом. Ну, я бы не сказал, что мы прям супер друзья. Хорошо ты назвал. Не сказал бы, что мы супер друзья, но мы хорошие знакомые. Он, кстати, хороший парень. Юркис. Да, он хороший чувак. А хороший ли он артист? Слушай, я думаю, то, что он сам понимает вообще то, что вокруг него происходит. Если кто-то не в курсе, любой может сходить по ссылке. Там будет видео выступления артиста Юркиса на премии Муз-ТВ. Можно не смотреть, просто посмотрите на количество лайков и дизлайков. Я никогда такого в жизни не видел. Слушай, Там 1500 лайков, нормально не угорает. 11 тысяч дизлайков. Слушай, я тебе так скажу. Я тебе... Да. Короче, несмотря на то, что мне, допустим, не нравится его музыка, он классный чувак. Он реально хороший парень. А ты не хотел сказать, что... Я ему сказал. Что ты ему сказал? Я напрямую сказал. Мы с ним ехали как-то... Я не помню, куда мы ехали. И он ставил в машине треки.
Свои? Не, он ставил треки Мигаса, он ставил, короче, весь модный рэпчик, который там, типа, на тот момент был в тренде. И он ехал вот так вот в машине и зачитывал полностью куплеты. Так. Я вот так вот повернулся и говорю, блин, чувак, у тебя такой музыкальный вкус хороший. Так. Почему ты делаешь такое? И что он сказал? Он говорит, я вижу в этом перспективу. То, что такой музыки нет в России, я вижу в этом перспективу. Какой музыки не просить? Чехословацкая эстрада 74? Ты очень плохой человек. Ну ты же согласен с тем, что я сказал. Ну, я согласен, мне не нравится его музыка. Мне просто не нравится его музыка, но как человек мне он импонирует. Он очень хороший чувак. И вот именно он из тех людей, которым можно довериться. Это правда. А как он отреагировал на то, что его батя, исходя из твоих слов, повел себя неадекватно? Слушай, я вот сейчас был когда на жаре, когда я был недоволен номером и попросил дополнительного охранника. Мы с ним увиделись впервые за вот все это время, когда вот после этой движухи. Надо посчитать потом, сколько раз за интервью я сказал слово «движуха». Так. Очень много раз. Я ему рассказал всю эту историю. И знаешь, как он отреагировал? Я так и думал. Вот что он сказал. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. В завершение нашей фразы, нашей темы, это я хотел тебе сказать, что я думаю, что вот мы пообщались с твоим любимым певцом, с Юркисом, когда я ему рассказал все, как было с моей стороны. Я думаю, то, что дискоммуникация была как раз у них внутри, потому что в тот момент Юркис как раз сидел с своим папой за столом, и Владимир Владимирович Киселев спросил, где Егор Крид, потому что у него тайминг стоял на 22:30 или даже раньше, а у меня был тайминг от них подтвержденный 22:40. И сказали, что он подъезжает, и тогда Владимир Киселев сказал, хорошо, как он подъедет, пусть выйдет на сцену. И он, наверное, встал, когда начал уходить, увидел меня, и его понесло. Слушай, он вырос в детдоме, Владимир Киселев. Так что я думаю, то, что он такой резкий чувак. А тебе самому в кайф вообще в таком мире находиться? Я Где не- от воли одного человека, который не участвует в сочинении твоих песен. Ладно, вот пиши цитату. «Я ненавижу российский шоу-бизнес». Почему? Потому что вот из-за всего этого дерьма. Я ненавижу его за то, что в нем нет души. И очень мало тех людей, с которыми ты можешь после какой-то премии, либо внутри премии поделиться какой-то своей историей, чтобы они не пошли, не перекрутили, не рассказали всем. Я не люблю шоу-бизнес, потому что есть вся эта черная пресса, вся эта движуха, опять движуха, я сказал, слово «паразит», хорошо, что не матное. Вот эта вся история с черным пиаром, с поливанием грязью, с раздутыми темами, которые мы здесь обсуждаем. Вот за это я не люблю шоу-бизнес. Слушай, ну ты говоришь про душу, а тебе самому не кажется, что ты долгое время был одним из артистов, у которого, в творчестве которого души тоже не особо много? Не согласен. Ты один из, если кто-то не в курсе, Егор Крид завел YouTube-канал еще просто 1000 лет назад, примерно там между вот динозаврами и первыми людьми. Тебе не кажется, что твоя песня «Любовь в сети», которая не видела тебя в лицо, пишет то, что любит тебя, как никого другого. Объясните мне, люди, что это за прикол, если такую херню теперь называют любовью. Классная песня. та самая про любовь поебота, Да. в ней души и жизни настоящей гораздо больше, чем во всей той пластмассе, которую ты сочинил на Блэкстаре. Тебе не кажется? Понятно, что там клип на 3 копейки, понятно, что там нет зубной пасты, но там есть чувак, который поднимает важную в тот момент проблему. Как может это делать? Рифмует на глаголы довольно жестко. Но там есть драйв, душа и какая-то ёбкость. А какая ёбкость и какая душа есть в фильме, в песне «Самое-самое»? Стоп. Ну не сравнивай песню «Самое-самое» с песней «Любовь в сети». Это абсолютно разные жанры и абсолютно разный посыл. Под песню «Любовь в сети» ты не постоишь в клубе или на какой-то вечеринке и не потанцуешь вот так. Под песню «Самое-самое», под твое крафтовое пиво ты можешь спокойно танцевать, кайфовать, радоваться жизни и улыбаться. Это абсолютно разный месседж и абсолютно разный посыл. Есть темы, которые меня волнуют. Есть песня «Любовь в сети». На тот момент, в 16 лет, или сколько мне, 15 было, меня волновала эта тема реально. И моя мама, это был мой самый главный критик. Я всегда приходил к ней, показывал песни и говорил, ну что, как тебе?
И эту песню, когда я принес, она сказала: нет, Егор, не надо такое выпускать, потому что здесь очень много мата. Она там такая, такая, такая. Но я все равно принял решение, что я хочу ее выпустить. Мне она нравится, это то, что болит у меня внутри. Потому что я смотрел на все эти статусы ВКонтакте и не понимал, как человек, не зная друг друга, либо зная, там, типа, 5 минут, может написать «я тебя люблю» и поставить статус, там, как там было раньше, жена, замужем или что там. В отношениях. В отношениях. Для меня это казалось, что это полная херня, и я не понимал, почему слово «люблю» и «любовь» настолько обесценилось в мире интернета. Так. Про это я написал песню. Дальше, слушай, я писал огромное количество песен, которые ты не слышал, может быть, они не вышли, но когда, допустим, в начальном этапе пути я приносил песню на лейбл, то есть худсовет, который решал, выпускать эту песню, либо нет, потенциальный хит это, либо нет. Наверное, переломные, вот у меня есть три этапа в жизни, таких для меня значимых. Это «Любовь в сети», «Самое-самое» и мой альбом «Что они знают». Альбом я очень люблю, и там есть песня как раз вот «Что они знают». Это рэпчик, который я сделал, я не знаю, видел ты или нет. Я принес ее на лейбл, и мне сказали, что такое нельзя делать, такое нельзя выпускать, тебя уничтожит. Тебя уничтожит все рэп-комьюнити за то, что там типа ты сделал рэпчик, и это смешно. Я сказал то, что я все равно хочу это выпустить, я хочу сделать этот рисковый шаг, потому что я чувствую это, я хочу, это моя музыка, которую я люблю. Я не могу больше писать «Будильник» и «Невесту». Я хочу делать это музло. И я выпустил это, и реально, наверное, процентов на 30 аудитория в зале увеличилась мужская. Мужская? На меня стали ходить пацаны, стали респектовать. И меня больше всего удивило, что когда я выложил это видео, процент лайков и дизлайков, про которые ты говоришь, дизлайков там было вообще очень минимум. И все меня респектовали за эту песню, в том числе рэперы. Без всяких сейчас оскорблений и все остальное. Да. Мне кажется, пацаны ходят на твои концерты, клеить девочек. Снять девчонок? Клеить. Я не употребляю такие слова. Клеить. Разве нет? Ну, наверное, какая-то часть точно, но... Ты хочешь сказать, что они ходят, потому что им понравился альбом? Слушай, у меня очень много... У меня в Ютубе процентное соотношение 60/40. Мужская аудитория. Пацанов больше смотрите? Да. А. А в Инстаграме 70/30, по-моему, либо 60/40. Блин, как ты за всем этим следишь? С ума сойти. Слушай, ну, когда какой-то рекламодатель приходит к тебе, Юра, он просит статистику твоего Инстаграма. Ты волей-неволей смотришь туда. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Оцени свою самоиронию по 10-бальной шкале. 9, наверное. 9-8. 9? Да. Слушай, когда Сатир про меня снял это видео, я очень кайфанул. Мне было так смешно. Я выложил это в YouTube. Ой, не в YouTube, я выложил к себе в Инстаграм. Да, и поддержал чувака. Неужто не признал ты этот гангстер-рэпчик? Настолько натурал, что никогда не мацал перчик. Кровью и потом не в области жопы добился славы. Знаешь, братан, во мне дырки от пуль, но я не дырявый. Почему тебе это понравилось? Если кто-то не видел, ролик «Сатира» целиком про то, что Егор Крид отрицает, что он гей. Да. Он как бы поет, что я гетер. И гениальные фразы «я из гетто и из гетера». Из гетто, я из геттера, где вы видели гея-рэпера? Самая смешная фраза — это в конце, когда стоит, типа он разыгрывал сцену из «Холостяка», и девочка говорит ему: то есть это была правда, что мы теперь будем вместе? Он надевает ей кольцо на палец и говорит: чей банул, что это шоу. Вот это была самая крутая фраза, с которой я просто орал. Почему ты с ней орал? Не знаю, но просто это настолько смешно было. Я люблю такой юмор черный. И правдивый, видимо. Нет. Ну, про «Холостяк» чуть позже. Давай. Смотри, с одной стороны, ты кайфуешь от того, что делает Сатир, с другой стороны, у тебя большие проблемы с Данилой Поперечным. Объясни, пожалуйста, почему. Я ждал. У меня нет никаких проблем. Это, во-первых. Проблема, если явно у него со мной, а не у меня с ним. Я не знаю его лично. Я видел пару до этого его видосов, по-моему, он делал что-то типа Лиги плохих шуток у себя на Ютубе, и мне казалось, что это очень забавно, смешно, и он талантливый чувак. И потом как-то раз я увидел, что выходит видео у него на канале, где он меня херачит. Я его не смотрел до сих пор, клянусь тем, что у меня есть
и не смотрел второе видео, которое он выпустил. Я также отправил своему менеджеру и сказал, посмотри, пожалуйста, оцени уровень, есть ли там что-то такое, за что мне нужно дать ему пизды. Вот. Что сказал менеджер? Типа менеджер определяет, надо ли давать пизды человеку? Нет, ну как бы просто понимаешь, типа, мне не хочется заходить туда, слушать это все дерьмо про себя. Я и так столько про себя Что читаю. сказала менеджер? Надо ли давать поперечным пизды? Нет, она сказала то, что, к сожалению, это не юмор. Так. С точки зрения того, что смешно, не смешно. Знаешь, вот сатира было смешно реально, а он сделал просто оскорбление. Вот и все. Ну смотри, он второй ролик ты тоже не смотрел? Нет. Не смотрел? Нет. Вот Смотри, там есть ровно 2 минуты, которые я хочу тебе показать. давай. Ты, блядь, пластмассовый и не настоящий. В тебе нет нихуя самоиронии. Твой пик самоиронии — это, блядь, на шоу Большого Русского Босса, вот когда ты был. И это Ну, хороший, кстати, был. охуенно низкая планка. Не в плане шоу Большого Русского Босса. Это понятно, но нет, все в порядке, я люблю это шоу. Люди видят твои, блядь, пластмассовые отбеленные зубы, твою кожу нахуй, линию бороды, выверенную под линеечку. Ты выглядишь как пластмассовая кукла. И в тебе как будто бы нету, блядь, реальной жизни абсолютно никакой. Это как эффект зловещей долины. Ты настолько искусственный, что ты пугаешь людей. И люди такие, в пизду. Ты даже не то, что пугаешь, это, наверное, неправильно сказано. С тебя хочется угорать, потому что ты строишь настолько, блядь, серьезные щи, при этом делая очень посредственные песенки для девочек и не выкупая абсолютно приколы про себя. Да хоть раз бы ты просто на концерте исполнил трек «Сатира», да с тебя бы, блядь, половина этого хейта слетела, потому что ты такой, да, типа, да, блядь, просто хоть в одном интервью сказать, да я гей, мне похуй, да, сосу член. Просто какая разница, чувак, какая нахуй разница? Все? Да. Так. Вот что ты можешь на это сказать? Блин, я надеюсь, моя мама сейчас не смотрит это интервью, это отвратительно. Что это отвратительно? Ну, просто, типа, когда взрослые люди смотрят и там столько всякого дерьма. Короче, Смотри. давай разбираем. Разбираем. Давай разбираем. Он сказал, что пластмассовый чувак. Ты пластмассовый чувак. Вот, у меня там четкая борода, вот мы смотрим, борода нечеткая, раз, проехали. Дальше, что он еще хочет? То, что нету жизни, Нету и жизни. самоиронии. Он меня не знает лично, вообще. Он не знает, какой человек. Он не может обо мне судить, что у меня нет самоиронии и так далее. То есть сатир мне понравился. Его задело, наверное, то, что я не выложил его, а выложил сатира. И мне показалось, что сатир смешнее и круче. Может быть, его это задело. Я не знаю, что дальше. Ну смотри, он же основан на всех твоих публичных выступлениях. Да. Тебе не кажется, что действительно ты очень часто говоришь, там очень много пафосных фраз, которые его заставляют об этом думать? Ты даже в наше интервью начал с фразы «У меня есть яйца, и поэтому я смог». Я не и начал. поэтому это я смог. была середина. Это было самое начало. У меня есть яйца, и я как бы, если я поставлю себе цель, я буду ее добиваться. У тебя очень много, от тебя исходит очень много пафоса. Да ладно. И да, это правда. Это правда, Егор. так, вот. Поэтому многим это может так касаться. И Ну. кроме истории с тем, чтобы тебе понравилась шутка сатира, действительно, одна из лучших его пародий, Да, круто. в общем, больше в какой-то самоиронии ты не был замечен публично точно. Блин, ты слушай, следишь за ну, тем, о чем тебя говорят. Я же не комедийный чувак и не комедийный артист, чтобы мне постоянно смеяться над собой. Я готов над собой посмеяться, мне не сложно. Я готов и на прожарку пойти, чтобы меня херачили и прожарили. Если это круто и грамотно, почему бы и нет. Но смотри, я не согласен с ним в этом плане. И, наверное, то, что он говорит, что вот, там, тобой хочется угорать и так далее. Слушай, я, наверное, одна из самых обсуждаемых персон, в принципе, в России. Ты важный поп-певец, это логично. И я помню, был такой момент, сейчас приведу пример, есть такой певец Джастин Бибер. Да, И я помню, когда они прилетали в Россию, его менеджер говорил, что, блин, мы не знаем, что делать, нас все не любят. Типа, у нас огромная аудитория поклонников, но нас хотят там петиции собирать, чтобы из страны выгнать, там, лишить гражданства или что-то еще, что-то типа такого. И они так переживали и парились по этому поводу. Вот я почему-то не парюсь по этому поводу, потому что есть огромное... Вот я когда-нибудь тебя позову на свой концерт, ты посмотришь просто на огромную аудиторию людей, подожди, я уже чувствую, что ты хочешь перебить, которые меня любят и которых я люблю. И я делаю это для них. Про то, что он говорит, что у меня где-то там не хватает самоиронии, я просто этого не делаю. Вот и все. Во-первых. Во-вторых, есть еще
определенные обстоятельства, которые сдерживали меня для того, чтобы где-то что-то я мог сказать, чтобы я мог с тобой вот здесь с пивом сидеть. Сейчас ты раньше не мог этого делать? Я не мог этого делать. А, почему? Это типа аморально? Нет, это не аморально, просто есть позиция лейбла. Типа ЗОЖ и все такое? Не то, что типа ЗОЖ, но есть позиция. А сейчас ты можешь так? Сейчас я могу говорить все, что я хочу. Смотри, но, тем не менее, во-первых, ты все равно несколько раз за это интервью мелькало, что ты следишь за тем, что тебе говорят, про тебя говорят, в том числе тот хейт. Ну, не совсем за всем, но... Хорошо, второй, инсайт. Я чувствую. Ты ходил недавно в стендап-клуб номер 1. Что вы там делали? Что вы записывали? Новое шоу, я не помню, как называется. Там шутили про тебя? Да. По моей информации, Да. ты сказал: пацаны, меня заебали шутки про геев, шутите про что угодно, но не про геев. Неправда. Я когда туда пришел, мы стояли со Славой Дусмухамедовым, и я говорю: блин, слушай, у меня есть классная история. Ты знаешь, что такое Слава? Да. Он делает это шоу. Я ему говорю: слушай, я дам пацанам реально крутую историю, чтобы им было за что меня расхерачить, чтобы можно было пошутить на все темы. И я им начал говорить историю, что я в детстве очень часто ходил с папой и с мужиками в баню, когда был маленький. И рассказывал им эту историю, чтобы они начали накидывать как раз все эти шутки и темы. Так что у тебя инфа другая. То есть тебя не напрягает, если в таком шоу шутят про геев? Слушай, а почему меня должно это напрягать? Ну, потому что сложился образ тебя как человека, который боится, Нет. что Да про него почему? скажут: Слушай, Егор Крид гей. Я недавно, не знаю, когда это было, может быть, месяц назад, я писал по этому поводу пост большой в Инстаграме, где я сказал, что, ребята, успокойтесь, я натурал, мне нравятся девчата, как бы вы там не переживали по этому поводу, но я спокойно и нормально отношусь к сексуальным меньшинствам, и если меня это не касается, то все ок. Я против пропаганды этого всего, но они такие же люди, как мы все. И ты серьезно хочешь сказать, что шутки про то, что Егор Крид гей, тебя не обижают? Ну, уже нет. Ну, Когда они перестали тебя обижать? Слушай, ну, я не знаю, мне это напрягало, наверное, только когда я приехал из Пензы в Москву, потому что я, в принципе, думал то, что само вот это слово, там, гей, там, и так далее, что это все выдуманный миф, потому что вокруг меня этого ничего никогда не было. А что геев не бывает? Ну, я просто, понимаешь, я с этим никогда не сталкивался. То есть это, знаешь, когда ты чувак, типа, маленький пацан, который живет вообще абсолютно в другой теме, там, у нас там деньги отжимали, мы там пиздились постоянно, и там меня на мосту херачили, там, я не знаю, сколько, 10 скинхедов, это, все знают эту историю, я много раз рассказывал. И у нас была другая история, я еще прошел всех этих панков, скинхедов, рэперов, готов, когда были группировки, и когда они все там собирались и назначали стрелки. То есть я жил вот в такой истории, и вокруг меня этого не было. И когда я приехал в Москву, я немножко офигел от того, что настолько все это вот здесь, рядом с нами. И первое время, я честно тебе скажу, меня это напрягало, потому что, типа, блин, ну вот как так? Почему меня так воспринимают? Там, почему кто-то надо мной так шутит? Блин, это же не так, это неправда. И, типа, я пытался как-то все в голове это совместить, но сейчас... Но когда ты перестал обижаться? Да, наверное, Недавно. ну, года, наверное, 2 назад, может быть. Года 2 назад. Да. Что-то произошло? Нет. Смотри, я предлагаю простую штуку. Если ты откажешься, я нормально на это отреагирую, Давай. вот, и не буду приставать. Что если... Я точно знаю, что Даня Поперечный еще не спит. Давай мы наберем его и объяснимся. Зачем? Ну, мы объясним. Он уверен, что ты жутко обижен на этот ролик. Более того, он, по его информации, ты хотел бы дать ему пизды за этот Ну, если бы ролик. хотел бы, дал бы. Ох. Ну, а что? Что значит Когда хотеть, ты но не сделать? давай уточним. Когда ты последний раз дрался? Наверное, недели 3 назад. Ну, на боксе. То есть не на улице, а на боксе. Это не считается. А когда ты последний раз дрался? На улице давно, да. Давно? Да. Ты уверен, что дал бы Поперечному пизды? Ну, я, по крайней мере, бы спросил у него за это, если бы очень сильно хотел бы. Спроси только в гангстости. Какого в ганста? Я подошел к нему и сказал: чувак, что ты от меня хочешь вообще? Нахера ты это делаешь? Что, если мы сейчас это И сделаем? если бы он перегнул палку, то что, я буду стоять и молчать? Смотри, не для того, чтобы это было шок, интриги, скандалы, расследования, Да. вот, а просто для того, что я буду считать идеальную ситуацию, когда конфликт закроется Слушай, я- сейчас же. Данила, привет! Алло, здрасте. Слышишь? Да, я тебя слышу, Юра.
Короче, Данил, я здесь с Егором Кридом, и мы говорим по громкой связи. Привет, слушай, я только что рассказывал Юре, что я твой огромный поклонник, а он мне говорит, что ты меня обсираешь в видео. Как так происходит? Что ты мне не набрал, не подошел, лично не сказал, что у тебя ко мне претензии? Я так расстроился по этому поводу. Претензий целый вагон. Во-первых, ну что это за шикарная кожа? Во-вторых, ну как можно быть таким сексапильным? Это же посягательство на мою гетеросексуальную ориентацию. Слушай, ну... давай. Ну типа, ты в блэкстаре или нет, я не пойму. Что, блядь, происходит? В-третьих, да. Короче, смотри, отвечайте на первый вопрос. На самом деле не идеальная кожа, вот. Второй вопрос, что? Какая была претензия? Прости, я что-то прослушал. Второй, ты посягаешь на его гетеросексуальность. Ты хочешь правда или нет? Мы дурачимся, или ты правда хочешь? Типа, у меня нет твоего телефона, и я в какой-то момент почувствовал, что... Так почему ты его не взял заранее? Почему ты не взял мой телефон? Почему ты мне не позвонил и сказал: слушай, Егор, смотри, чувак, у меня к тебе есть претензии, вот такие-то, такие-то, такие-то. Вот я тебе хочу о них сказать. Зачем ты это выкладываешь? Егор, очень простой ответ тебе на самом деле, потому что у меня к тебе никаких претензий нет. И первое, Так. что я просто пошутил, и до меня донеслось, что ты мне хочешь ёбнуть. И Слушай, ты ну блин, свой телефон ничем мне не сказал, и это Данил, смотри, если бы я хотел ёбнуть, я бы позвонил тебе и договорился о встрече. Так что ты передай своим друзьям, или кто там тебе сказал, что они пиздят. Иначе, ладно, да. допустим, друзья пиздят. У меня складывается впечатление, что ты, вот если разговор идет о моем последнем там видосе, Давай. я его на искренних щах снял, потому что мне начало казаться, что история с нашим каким-то, уморительным типа противостоянием заходит на какую-то странную ноту, на которой я как будто бы тебя задираю и доебываю. И мне, не хотелось, чтобы это так выглядело, но и при этом нет никаких оснований, там что-то брать свой номер, еще что-то, потому что конфликта как такового никакого нет. У меня никаких к тебе претензий. То есть ты просто взял рандомного чувака популярного и стал, до него докапываться в Ютубе, потому что у тебя нет претензий, правильно? Нет, у меня вот что было. Я шутил кучу разных шуток, и единственный из всех, кто на шутку как-то странно реагировал, на кучу бесполезных, абсолютно, бандовых, дурацких шуток, это был ты. Только у меня, подожди, стоп, у меня к тебе вопрос. А как я отреагировал на твою шутку? Чувак, я не знаю, я не очень хочу, ты... Нет, подожди, ты говоришь, что я единственный, кто жестко отреагировал на твою шутку. Я не видел 2 твоих видео. Хорошо, наш общий знакомый, я не хочу говорить, кто это, потому что это, интервью Дудя, и если ты хочешь, мы об этом лично об этом попиздим. Сказал, что, пиздец, нахуй он такое говорит. Ты очень странно среагировал, хотя там очевидно, что, там любую другую фамилию встать, и это будет, такая же шутка. А это шутка про сперму и ужинает? Да, это из плохих шутках. Формат, который очевидно подразумевает долбоебизм. И я расстроился, и мне показалось, Слушай, я только что сидел и говорил Юре что я смотрел твои плохие шутки, и они мне понравились. И я считал что ты талантливый чувак. Я, в принципе, так считаю. Информация, чувак, похуй вообще. У меня на тот момент была информация человека, которому я доверяю, мне нет смысла ему не доверять, что ты, Подожди, я понимаю, про какого человека ты говоришь. Единственное, что я спросил у него, я помню, я понял, что ты говоришь. Я сказал: слушай, чем я ему так не нравлюсь, зачем он меня оскорбляет? Вот что я ему сказал. Пацаны, давайте уточним, человек маленького роста? Да. Понятно. Я об этом говорю, нет, человек маленького роста, это уже вторая история про то, когда я уже прожарку сделал. А у нас больше нет общих знакомых, в принципе. Короче, смотри, Данила Поперечный, я считаю, что ты талантливый чувак, что у тебя хороший юмор, но то, что ты сделал про меня, все эти 2 видео, к сожалению, я не могу сказать точно по фразам, я считаю, что это было не оскорбление и не юмор. Я не знаю, Юра сейчас хотел тебе позвонить, чтобы что? Смотрите, вы не понимаете, что? У вас был псевдоконфликт, из которого прямо Стоп, сейчас стоп. выходит воздух. Стоп. Даня набросил на тебя... Смотри, Юр, секунду, смотри, Егор. Да. Ты говоришь, это был не юмор и не оскорбление, не знаю что. В этой формулировке
там. Ну, для меня это негатив. Эти два видео для негатив, да. Егор, вот мы сейчас тогда, если мы отсекаем всю историю про там общих знакомых и все такое, типа, кто-то что-то передал. Вот сейчас ты сам говоришь, что ты воспринял это негативно. Так. Ну я же никак не отреагировал, как ты говоришь. Ты же снял второе видео и сказал, ты там, что ты сказал? Что я кому-то сказал. Да. Ты обиделся, вот. Ну, я, возможно, ну да, вот. Да, но проблема, знаешь, в чем самая большая? Я не видел первое видео. И второе я тоже не посмотрел. Я тебе клянусь, что я видел отрывки в Инстаграме. И когда я увидел их... Ладно, хорошо, хуй с ним. Тогда получается, я на фейковых вопросах сделал эти два видео. Это, ладно, допустим, это так. Вот сейчас ты говоришь, что это типа юмор и даже или не оскорбление, ну, ты воспринял это негативно. Почему ты воспринимаешь это негативно? Ну, очевидно, что я к тебе, типа, не отношусь, я тебя не хейчу по каким-то убеждениям или еще что-то. Ты же, блядь, шутки про пердеж, который парни... Нет, стоп. А так за это я тебе ничего не говорю, это юмор. Но когда ты говоришь, чувак, ты пластмассовый, в тебе нет души, там, ты такой-сякой, с ровной бородой, это уже ты говоришь типа по фактам, которые ты приводишь, правильно? Ну, мне кажется, что ты такой образ транслируешь. Ну, слушай, если тебе кажется, понятно, что это не я, но я не транслирую такой образ. Понимаешь, я не я по твоим суждениям, понимаешь? Конечно, я же зритель, который это воспринимает, и я тебя не как человека Егора Крида критикую или там обозреваю, а как образ, который я воспринимаю как зритель. Потому что, ну, мы с тобой, типа, не знакомы, и это единственный источник, по которому я могу судить то, как ты себя подаешь и как я это воспринимаю. Ну, как еще? Я понял, хорошо. Но Пацаны, можно, слушайте, подытожим. Я уже доволен этим разговором, потому что из абсолютно лишней агрессии... Я не хочу быть котом Леопольдом, но в целом, Дань, ты помнишь тот замечательное место, куда ты водил меня, закрытая комната, куда ты водил меня бухать, когда я приезжал в последний раз? Да, смотри, а я правильно понимаю, что сейчас есть все шансы, что во время приезда Егора Крида есть шанс, что вы бухнете так же уже абсолютно на позитивной волне? Черт, да я, блядь, с самого начала был готов бухнуть с Егором, но у меня к тебе, Юр, другой вопрос. Да. Ты сейчас вот сказал, что ты, типа, провел параллель с тобой и котом Леопольдом. Типа, мы, получается, с Егором крыши, блядь, две. Вот ты понял? Короче, Данил, смотри, наш план сработал. Мы грамотно сделали 2 видео, чтобы разъебать здесь Дудя. Мы готовим новое видео. Все, блядь, Дудь и пиздарики. Короче, Данил. Если, смотрите, если просто подытожить без шуток, Егор, что бы ты там не думал, что бы у нас там новые, общие знакомые не говорили, и я, брат, к тебе нормально отношусь. И я не похуй вообще, не хочу тебя хейтить и все такое. Я просто, блядь, хотел повеселиться, и мне показалось, что ты из этого расстраиваешься. Смотри, Данил, смотри, я на тебя зла не держу вообще абсолютно за вот эти твои ролики. Я за то, чтобы юмор не переходил в оскорбление. Все остальное имеет место быть. Слушай, ну грань ты сам должен контролировать, больше никто другой. Ну, это ж нет, это ж от тебя зависит, обижаешься ты на что-то или нет. Наверное, с моей стороны не совсем корректно писать про тебя шутки, потому что ты, типа, не давал согласия на них, но, блядь, ну это ж интернет. А с чего вдруг я должен давать согласие на них? Короче, пацаны. Когда ты приходишь на прожарку, ты, типа, говоришь, да, я, типа, я понимаю формат шоу, я сам на это согласился. То есть в прожарке люди видят заранее шутки про себя? Не-не-не. Я к тому, что разрешаешь. Я понял. Как бы, что будет происходить? Я буду жестко снимать. Ну, как бы это условность формата. Вот. Здесь произошло то же самое, только, блядь, мы с тобой... Короче, Данил, я, честно говоря, удивлен, что вот прям Егор разобрал тебя в этом противостоянии. И, ну, разобрал в хорошем смысле. И мне кажется, что в Петербурге, в том самом закрытом кабинете должна случиться ваша встреча, и она точно произойдет позитивно и пиздатенько. Лады? Я тебе отвечаю, через год крикнуть, пердеть на сцене, рыгать, дрочить, шутить про мамок. И это будет общая победа не нас с тобой, Юра, а России. И самих собой.
Короче, Данила, я тебе так скажу, смотри. Скорее всего, когда выйдет это интервью, у меня выйдет видео, которое я сделал, оно очень... оно не про тебя. И не про тебя. Юра так сейчас отреагировал. Я очень хочу тебе его скинуть, я думаю, что он тебе очень понравится. Оно, конечно, не про то, что ты говоришь, но меня там хотя бы блюет. О, Вот. тихой сапой, Данил, просто шажочком приставным движемся вперед. Все, Дань, я рад был тебя видеть, слышать. Регину с днем рождения. И, в общем, лучший подарок девушке с днем рождения — это то, что ее парню позвонил Егор Крид. Так ведь? Нет, мне позвонил Юрий Дудь и сказал, что мы крысы, блядь, с Кридом. Я, блядь, вообще недоволен. Ладно, поздравляю свою девушку от меня тоже, и хорошо вам провести день рождения. Спасибо. Цифры Юр скинет. Бля, я всегда готов побухать, вообще без базара. Давай финализируем. Что ты думаешь о том, чтобы исполнить песню «Сатира» на концерте? Это же офигенная идея, с которой бы твоя новая жизнь началась. К сожалению, не могу. Почему? Объясню почему. Потому что в последнее время мне очень сильно, как сказать, меня очень сильно ограничивают. Потому что я на концертах на своих теперь не могу даже матом ругаться. Почему? Ну, потому что собирают родители петиции о том, что Егор Крид матерится, о том, что он там, типа, условно говоря, развращает молодежь через свои песни и т.д. и т.п. Конечно, полную херню какую-то. И нам приходится исполнять цензурно песни на концертах, где до 18+. Егор, ты же рэпер. Чувак, ты живешь в России. И То есть, чего? ну смотри, окей, хорошо. Ну, Если Ленинград сейчас же выступает и поет с матом. 18+. Ну. Если ты сделаешь 18+, то, типа, значит, часть зала не придет. Ага. То есть хочется для всех делать, либо делать ночной концерт. Хорошо, на ночном концерте ты готов песню «Сатира» исполнить? Ну, я бы, знаешь, как сделал бы? Я бы прям с ним ее исполнил. То есть если «Сатир» из Новосиба прилетит к тебе на ночной концерт, ты знаешь график ближайших концертов? Ближайший концерт у меня в Германии. Ночной. У меня все ночные в Германии, да. Так, а когда они? Извиняюсь. Бро, у нас Германия с какого по какое? С 29 по 30, плюс он в Турцию в август приезжает. Там самое четкое. Либо Германия, либо в августе в Турцию. В июне. В июне в Турцию. «Сатир». Просто зачем? Это же ты типа на понт меня берешь или Нет, как? это же офигенно. Чувак, ты Подожди. Ты независимый артист теперь. Так. Ты вылупился из Блэкстара со всеми его правилами, которые большому количеству людей не заходят. У тебя есть возможность иронизировать над собой. Конечно. Ты понимаешь, что Извини, что я сейчас... Это выглядит, как будто я учу жизни, ни в коем случае. Если у тебя есть самоирония, ты неуязвим. Согласен. Ты представляешь, что из Новосиба прилетает самый остроумный человек русского Ютуба, который сделал лучшую пародию про тебя, и вы вместе исполняете эту песню. Это значит, что в тебе просто супергеройская броня, которая... Ты знаешь, что я про него как раз и говорил... По-моему, я говорил как раз Славе Досмухамедову, что есть такой чувак, крутой Сатир, и то, что возьмите этого пацана куда-нибудь к себе. И насколько я знаю, Сатир снимается сейчас на телеке уже в СТС или где-то еще, там в какой-то программе. Не, у него было разовое появление. Слава богу, ты пришел, а так он делает свои вещи. Ну, то есть... Смотри, я не против такой истории, абсолютно. Я больше, наверное, за, чтобы кто-то из вот этих чуваков, которые проходят по самоиронии и катаются на этом серфе самоиронии, сделали мне классную идею, сняли бы мне крутой клип и навпихали туда крутых шуток над собой. Это классно. Типа того, что Гудок делает. Типа того, что Гудок делает. То есть ты готов сняться в трэше, который делает гудковская компания? Я хочу, чтобы ты посмотрел видео, которое, скорее всего, выйдет у меня в тот день, когда выйдет интервью, либо чуть позже. Это я написал стихотворение, которое... Наверное, вот эта вся ситуация с Дубаем, со всей этой фигней, она сподвигла меня на то, чтобы я написал этот стих. И я на этот стих снял видео, это а-ля как «Начало нового пути». Готов ли ты пригнать в Турцию и исполнить вместе с Егором «Пора признать, что я не педик»? Слушай, ну вот так, если вот однозначно ответить на этот вопрос, готов. Вообще без проблем, с удовольствием готов. Но все-таки мне кажется, что Егор в чем-то прав, и ты скорее берешь его на понт. Почему? Ты это устроишь? Как? То есть, что? Билеты, если Егор тебе их вдруг не купит, то купим мы. Ксюша устроит. Все, ты готов приехать? Конечно. Ну супер, если Егор не передумает, он же там сказал. Я бы, знаешь, как сделал бы?
Я бы прям с ним ее исполнил. Причем здесь понт? Ты понимаешь наш мотив? Ну, как создать инцидент? Вот какой. Нет, наш мотив, чтобы люди стали проще. Ты такой кот Леопольд. Да, я за то, чтобы люди становились проще. Худшие вещи в этом мире совершаются на серьезных щах. Абсолютно согласен. И я за то, чтобы щи были проще. И кому, если не кумирам молодежи вроде тебя и Егора Крида, это делать? И более того, Егор еще сказал про то, что он там очень хочет делать что-то в юмористическом ключе, чтобы мы снимали клипы. Егор, давай мы тебе клип снимем. Куда? Сюда. Егор, давай мы с нашей командой приедем к тебе и предложим тебе. Ну, заранее договоримся, придумаем сценарий, какие-то шутки. Я, может, буду в каком-то образе. Это все уже второе. Второстепенно. Конечно, давай мы тебе клип снимем. Итак, в Турцию ты выступаешь на фите, и Егор рассматривает твое предложение о клипе. Юрий будет дуть будет Юрий. Я душу вложил в проект «Холостяк». Да. Читал ты в треке Так часть. что душу мою ты, сука, не трожь. Там так. Егор, Да. какую душу? Серьезно? Проект «Холостяк». Ладно, сейчас мы отмотаем назад, где я говорю, что я все воспринимаю близко к сердцу. И в этом моя проблема, и в этом моя ошибка. Когда меня позвали в первый раз на проект «Холостяк», я отказался. Спустя 2 года или 2,5 меня позвали еще раз, я опять отказался. Потом со мной несколько раз опять встречались, и меня уговаривали на этот проект, я опять отказался. В итоге мы встретились со Славой Дусмухамедовым, и он мне рассказал, почему он хочет именно меня на этот проект. Почему? Он сказал, что я посмотрел твои блоги, твои влоги, я посмотрел твой влог с Амираном, где вы летали, и я вижу, что ты настоящий чувак, и я хочу сделать настоящий проект. Я до этого никогда не делал «Холостяк». Мне нужен чувак, который будет все делать естественно, и который не будет читать сценарий, а который будет трушным. Я говорю, если ты готов на такое шоу, тогда у нас не будет сценария, я придумываю все свидания сам, то, что я буду иногда где-то что-то подсказывать по съемкам и так далее. И когда я туда пришел, когда я увидел всех девушек, я подошел к ребятам и сказал, тут, по-моему, нет ни одной девушки, которая в моем вкусе. И для меня это была проблема. Но потом, когда мы полетели туда, в Барселону, вот представь, смотри, я тебе даю сейчас пример. Есть коробка, куда тебя посадили с какой-нибудь девушкой. Так. Много-много лет назад, до того, как ты встретил свою единственную. И вы там 3 месяца. Либо вы убьете друг друга, либо, скорее всего, что-то между вами произойдет. Вот здесь такая же история, и также работает этот проект. Мы 3 месяца жили со всеми этими девушками, они были отрублены вообще от всего мира, у них не было ни телефонов, ничего. Я также сидел, и каждый день я просто жил этим проектом. Я придумывал свидания, я слушал, когда, вот представляешь, тебе девушка говорит, меня бил муж, он меня закрывал дома и так далее. Она каждая тебе лезет в душу, прям под самые ребра, под сердце, рассказывает тебе свою историю. И я себя чувствовал как человеком, который взял за них ответственность. И я должен сделать все возможное, чтобы они хотя бы чуточку изменили свою жизнь. Слушай, в целом по твоему поведению было похоже, что ты такой весь там наивный одуванчик иногда. Ну, как можно относиться серьезно к проекту, где победительница, она типа выиграла, и вы Тоже дурак. Что? Тоже дурак. Что? Потому что дурак. Кто? Я. Что ты имеешь в виду? Ну, потому что дурак, потому что появились чувства, это правда. К девочке, которая выиграла? 2 девочки там были, которые мне очень сильно нравились. А та, которая выиграла, Да. почти сразу вышла замуж за топ-менеджера чувака Да. с ТНТ. Ну как можно относиться серьезно к такой программе? Слушай, я тебе скажу так. Когда мы приехали в Барселону, у меня должно было быть первое свидание. И в тот момент у меня умерла моя поклонница, с которой в Питере мы вместе выступали на сцене, я выводил ее на сцену под недушевную песню, как ты говоришь, в которой нет ничего. Она называется «Папина дочка», и мы с ней пели эту песню. И я узнаю то, что ее больше нет, потому что она болела. И для меня это была очень большая потеря. Я реально сидел, просто плакал где-то на протяжении, наверное, 2 часов, а нужно снимать свидание. И я сказал, что единственный человек, с которым я могу поехать сейчас, это Даша. Как раз та девушка, которая победительница. Не знаю почему, потому что она была на прошлом сезоне, и я почувствовал то, что в ней есть какая-то искренность. И я сказал, что вот с ней я готов сейчас поехать, потому что как будто вот мне есть не о чем помолчать. И я сказал, мы берем так. Мое самое любимое, когда я куда-то уезжаю в какую-то страну, вот как я отдыхаю, я беру машину, еду куда-нибудь в горы в одиночестве, допустим, и просто думаю, там, размышляю, либо смотрю там в море и копаюсь там в себе. И я взял машину,
Она села справа, мы повесили GoPro и поехали. Я рассказал ей тогда эту историю, и, наверное, тот момент как раз был самым таким серьезным связующим, потому что произошла такая ситуация, была она рядом, и как-то она меня поддержала, и поэтому запала в душ. И тогда я сказал ей: слушай, а вот это Инстаграм и вся эта ерунда, как бы, как тебе? Ты готова удалить свой Инстаграм? Она говорит: да, конечно, мне это вообще ничего не нужно. Зачем? Это вообще не про меня. Мне важен ты. И это было настолько мило, наивно и круто, что эта вся ситуация заставила меня во все это поверить. Когда закончился проект, и я посмотрел, во-первых, проект, и посмотрел со стороны, что она говорила про других участниц. Потому что она была там зайкой, которая заикается, девочка из народа, очень простая, милая. И когда я увидел, что она говорит про других девушек, что типа там ты там подстилка для мужчин или там что-то еще, я такой подумал: вау, нормально, что такая девочка как-то, может быть, я ее не такой знаю. И после проекта наши отношения как-то сошли на нет. Прошло где-то месяца 4. Мы с ней встретились. Она сказала мне, что она меня любит. У нее ко мне большие чувства. Я сказал ей: хорошо, ты готова удалить свой Инстаграм прямо сейчас? Как тогда ты мне сказала в машине при нашей первой встрече. И она мне сказала: конечно, нет. С чего вдруг я буду удалять свой Инстаграм? Это моя аудитория. Я говорю: это моя аудитория. И тогда мы пожали друг другу руки и разошлись. Слушай, Егор, трогательное начало истории, но все равно. Я же правильно понимаю, что у вас даже секса не было? С чего ты взял? Он был. Ну, блин, мне так не хочется об этом говорить. Ну, просто мне уже все, муж, там, смотри, дела. просто штука в том, что все итоги «Холостяка» выглядят жуткой постановой, потому что ты видишь вот этот поцелуй. Некоторые даже поцеловаться не могут, так как мы действительно целуем Смотри, девушек, там постановы не было вообще никакой. Единственное, что я сказал, то, что я не хочу, чтобы там был секс на камеру, потому что это превратится все в «Дом-2». Ну это да. все полная херня. Окей, сколько у тебя было девушек? Много. Сколько? Сотня? Ну, я не хочу Сотни. говорить число, честно. Это Ну, ты личное. знаешь это число? Ну, оно очень большое. Я не хочу говорить честно. Но я, наверное, могу из всех этих чисел, так сказать, и налей выделить только, наверное, 3-4, с которыми у меня были прям серьезные отношения и к которым я испытывал чувства. Потому что сколько у тебя было девушек, это понятие, типа, со сколькими ты переспал и так далее. Но в это залазить не очень охота. Твоя цитата — это твое интервью, и оно подтвержденно. У меня были некоторые галочки, которые я хотел поставить в своей жизни. Это секс с мулаткой, секс в самолете и секс втроем. Этой последней галочки я как раз еще не поставил. Говорил ты несколько лет назад. А ты поставил эту галочку? У тебя был секс втроем. Где у тебя был секс в самолете? Это был частный джет или регулярный? Нет, это был регулярный рейс, и это была девушка, с которой мы встречались. Это, видимо, в Азию был рейс. Не в знаю. рейсе в Европе мне тесно даже отлить самому. Это был большой самолет, и там, ну, Поэтому мне где-то... всегда было интересно, как же люди Слушай, трахаются. там Там, где-то- где тяжело Ну, пописать. шага 2 можно было сделать точно в этом смысле. Ну, значит, в это этом была туалете. 380 в условный Дубай. В условной Бали, мне кажется, даже. Ну, это был большой самолет. Да, я огромный. понял. И как в самолете? В клубе 10-тысячников. Не очень. Почему? Не знаю, туалет как-то, просто как галочка. Ну, не знаю, в этом нет какой-то эстетики, я все-таки за эстетичный вариант. Еще из того же интервью. Тебя спрашивает девушка, кстати. О чем ты фантазируешь? Твой ответ. Я веду машину на трассе на большой скорости, а девушка делает мне то, что я люблю больше всего. Тебе делали минет, когда ты был за рулем? Да. И как это? Ну, примерно вот так же, как ты сейчас, вот с каким посылом ты это говорила, примерно так же. С каким посылом это говорил? Не знаю, очень как-то импульсивно. Ты сбрасывал скорость или набирал, когда заканчивал? Вот так вот? Да. Честно, я не помню, сбрасывали или нет. Надеюсь, это интервью не посмотрит моя мама, мне стыдно говорить про такие вещи. Это правда, что одна из твоих девушек, которую зовут Ксения Дели, ты встречался с девушкой, которую зовут Ксения Дели? Да. Она правда вышла замуж за египетского миллионера, которому больше 60 лет? Как ты реагируешь, когда слышишь такие продолжения? Слушай, наверное, это одни из моих самых лучших, наверное, были отношений, вообще, которые у меня были именно с Ксюхой, потому что это тот самый момент, я не знаю, как объяснить, но это реально волшебный момент, когда, я помню, она заходит в условное какое-то помещение, помню, где мы были, это был ресторан, либо какая-то кальянная,
Она заходит, я на нее смотрю, и я сразу понимаю, что, бля, пиздец, это именно то, что мне нужно. И вот те самые бабочки в животе у тебя начинают играть. И очень... Я давно хотел рассказать про эту историю, и давай, наверное, я сейчас об этом и расскажу. Она садится рядом со мной, мы с ней познакомились в Инстаграме, она приехала, это был Лос-Анджелес. Мы с ней сидим рядом, и прошел где-то, наверное, час, мы общались, и она мне реально безумно понравилась. И она мне говорит: слушай, мне нужно поехать. Я говорю: да не-не-не, подожди, стоп, давай еще хотя бы чуть посидим, там, выпьем и так далее. Она мне говорит: слушай, меня парень ждет, мне надо поехать. И тут я понимаю, что, короче, все, у меня есть один шанс только. И я говорю: слушай, поехали сейчас на холмы, на Голливудские. Вот на полчаса поговорим по душам. И все, и расход. Мы с ней поехали на Голливудские холмы. Где-то, наверное, в 12. До 7 утра мы с ней там пробыли. На утро она рассталась с парнем, и мы с ней начали встречаться. Как знакомиться в Инстаграме? Директ. Ты увидел красивую девочку. Да, спасибо. И пишешь ей в директ. Что ты пишешь? Давай встретимся. Привет, я в LA. Ага. Давай увидимся. Слово за слово, смайлики, все дела. 21 век, бро. А тебе когда-нибудь отказывали? Вот так вот через Инстаграм писали: да пошел ты. Не, мне бывало не отвечали просто. Ага. Вот, и потом, когда мы с ней начали встречаться, с Ксюхой, была очень прикольная, интересная история, когда она прошла кастинг в клип Джастина Бибера и снималась с него в клипе «What Do You Mean?». Это был один из его больших, огромных хитов. Это как раз было на самом начальном этапе наших с ней отношений. И самое прикольное и самое интересное, наверное, это когда она снялась в этом клипе, и ее звали на различные интервью и спрашивали у нее, типа, что у вас с Джастином и так далее. И когда мы шли куда-то в кино, ей на фейстайме названивал Джастин, и она его там сбрасывала. И был момент, когда мы с ней куда-то пошли, и я сказал, что я очень против публичных отношений, я обычно, типа, скрываю. Я никогда, в принципе, не показываю свою девушку, не беру ее за руку и не иду там на ковровую дорожку, потому что я считаю, что личное, оно должно быть личным, а не типа: «Эй, привет, у нас пиар-роман, все дела», и вся эта херня, как привыкли в российском шоу-бизнесе. И я ей сказал об этом. И ей это не понравилось, что я не хочу ее показывать, и, наверное, ее это где-то подбесило. И мы должны были как-то вечером встретиться с моей сестрой, чтобы я их познакомил, и пойти где-то покушать. Моя сестра живет в Лос-Анджелесе. И она перестала брать трубку вечером. Я звоню ее сестре, она говорит: я не знаю, где она. Я ей звоню, я не понимаю, что происходит. И где-то до 2 часов ночи или до 3 я ей звонил, абонент недоступен. Утром я просыпаюсь, открываю Инстаграм, листаю ленту и вижу, что Джастин Бибер выложил фотку, где вот так вот его ботинки и чьи-то туфли. И я, короче, понимаю, что это, походу, моя Ксюха. Дальше я листаю все СМИ и вижу, как сидит Ксюха, Джастин Бибер играет на пианино где-то в ресторане. И они провели вот, типа, вечер. Я ей написал о том, что, типа, ты конченая, все, до свидания, бай. Она мне ответила, что вот я так тебе хотела показать, типа так тебя хотела проучить. И? Я вспомнил, почему была причина, почему она так пошла. Она говорит: я пошла так, потому что ты до этого встретился со своей подругой. Потому что я в LA встретился с подругой, и ей стало это, типа, неприятно. И она тем самым сказала, что вот я встретилась с другом, посмотри, каково это. И вы встречались, да, после этого? Да, где-то, наверное, неделю мы с ней не общались, потом она подъехала, извинилась, сказала то, что между нами ничего не было, я просто хотела, типа, тебя проучить. Это ДТП. И сейчас она замужем за 60-летним чуваком? Да. Как ты относишься к таким бракам? Ну, как ты это воспринимаешь? Слушай, ну... Со стороны это выглядит довольно однозначно. Как это выглядит для тебя? Изначально была какая-то финансовая история, потом она почему-то могла влюбиться. Но она просто такая красивая девочка, ей абсолютно вообще не нужен никакой такой вот способ. Понимаешь, она реально красивая. Я не знаю, видел ты ее или нет, она очень красивая девушка. Поэтому, я думаю, у нее бы никогда не было проблем найти себе кого-то. Поэтому это ее выбор. Возможно, нам с тобой просто кажется. С Нюшей ты и правда расстался, потому что батя был против? Слушай, 2,5 года мы где-то встречались, либо 3. Вот. И я думаю, то, что вот спустя вот все это время, я думаю, что у нас разные истории. Так а батя был? При чем здесь? В песне вот этой «Миллион алых роз», слушай, он меня, я думаю, что не очень долюбливал. Но
Мне лично в этих отношениях, объясню, почему было некомфортно. Потому что вот мы вот так вот сидели с ней где-то в ресторане, и я прям помню четко ее фразу, которую она мне сказала. Слушай, у тебя нет, да, денег, чтобы заплатить за ужин даже? А у меня реально не было тогда денег вообще, чтобы заплатить. Это были первые года нахождения на лейбле. И я тогда помню, что я все, что, копил, я покупал ей сразу какой-то подарок. Я помню, я накопил и купил ей ноутбук на Новый год, либо на день рождения. Apple? Да, в ноль уходил. Для меня очень важно, я очень люблю дарить подарки. Больше даже, чем получать. Я не знаю, мне очень нравится делать людей счастливыми, когда они что-то получают. Так, и? Я думаю, у нее замечательная мама, я безумно люблю ее маму, мы до сих пор, мне кажется, иногда поздравляем друг друга с праздниками, но мне кажется, вот остальная часть ее большой семьи не очень сильно меня долюбливала именно потому, что у меня с финансами тогда было не очень хорошо. И... Может, потому что ты певец? Почему сразу финансы? Почему? Ну, типа слушай, певец, певица, типа ну, шляпа? Да, нет, слушай, ну это прям, да. Это не то, что, скорее всего, составит семейное счастье человека. Я просто был влюблен, и все, мне остальное было пофиг. Я очень хочу, чтобы ты послушал песню, как раз ты говоришь, что у меня не было души в песнях. Это песня «Берегу». Эта песня была как раз написана в тот день, когда мы расстались с Нюшей. Потому что расставание было примерно так. Она смотрит мне в глаза и говорит, я тебя больше не люблю. И тут у меня как будто мне нож вставили в сердце, вот так у меня полилась кровь. И я поехал на студию как раз вот про эту съемную квартиру, про которую я тебе говорил. Я приехал на студию, и мне было настолько больно. И я как раз написал вот эту песню «Берегу». Одна из моих самых любимых песен и очень близка мне. Послушай, она классная. Как ты сейчас знакомишься с девочкой? Никак. Невозможно. Ну, ты не можешь найти их в России, правильно понимаю? Ну да. Тяжело. И? Ну, вот, допустим, мои такие крайние отношения, наверное, которые продлились недолго. Девушка была итальянка, 100%. Она не говорит вообще по-русски. Ну, типа она не знает, кто ты? Не знаю, да. И она еще и зарабатывает больше, чем я. Кем она работает? Честно говоря, я не знаю. И вы не вместе? Не вместе. Мы просто разошлись по менталитету, не срослось. Но она младше, старше тебя? Старше, ей 35 было лет. И, во-первых, мы оба понимали, что у этого тяжело, потому что будущего, как бы, странно, я младше ее на столько много лет. И приняли решение, что просто будем дружить. Ты уже думал, как ты будешь создавать семью? Слушай, я всегда... Вопрос из-за того, ровно я, из-за я того, мечтал, что... Я мечтал о том, чтобы быть молодым отцом, и я постоянно говорю об этом своим родителям, потому что у меня вот здесь вот есть 2 татуировки, 2 имени. Здесь Марина, это моя мама, а здесь Валентина, это моя вторая мама, это моя бабушка, которая, с которой я практически вырос, которая меня в детстве баловала, там, первый телефон она купила она мне. И она все время, знаешь, вот так вот сидела и качалась. И я не понимал, почему она вот все время качается, что за бред. И я как-то к ней подошел и говорю, слушай, а что ты качаешься? Она говорит, слушай, я тебя все детство качал на руках, и у меня вошло это в привычку. И вот до своих последних дней она вот так вот сидела и качалась. И я понимал, когда видел все это и в этом рос, насколько важно и насколько, наверное, это самое важное в жизни — семья. И для меня, в принципе, мои родители. Для меня сейчас, я понимаю, что ты хочешь спросить, я немножко как-то в лирику пошел. Ну, вопрос простой. У тебя полно бабок, ты суперизвестный, как ответ найти... простой. Да. Я, мать его, не знаю. Вот такой ответ. Ну, ты понимаешь, что это проблема? То есть твой нынешний статус и твоя профессия делает... Это то, что заставляет меня приходить домой и охреневать от одиночества. Это то, из-за чего я постоянно парюсь. Потому что я понимаю, что есть будущее, и типа все круто. Есть там цацки, есть тачки, девочки, есть деньги, концерты, аудитория. Но когда мы все постареем, никому не нужные уже будем при смерти, никто задницу нам не подотрет. И поэтому, к сожалению, как бы сейчас это цинично и плохо, может быть, не звучало, близкие люди и семья важнее всего этого, про то, что я говорил ранее. Я надеюсь, что... Ну, я не знаю, либо это будет кто-то иностранный, либо мне придется найти девушку, которой от меня ничего не надо. Я не знаю, как это сделать. Ну, это рублевская, дочь какого-нибудь рублевского олигарха? Не знаю, либо это девочка какая-то из региона, из глубинки. Я всегда думаю просто об этом. Умница из провинции. Просто умница из провинции, которая... Просто, знаешь, я вот иногда еду в лифте с какой-нибудь девушкой, которая там в косынке, и я говорю, блин,
Идеальная жена. Ну реально, вот реально. Девушка в стоишь и смотришь. картинке в лифте? Да. В московской квартире? Ну, у меня, я вот как раз недавно ехал, и вот была девушка, она была настолько добродушная, вот с горящими глазами. И именно в косынке, извини за... Ну, я не знаю, как сказать. Ну, окей, платок, да. платок. Так. Да, в платке. Вот. Наверное, может, на службу шла, я не знаю. В церковь куда-то еще. И это, я не знаю, я люблю очень добрых людей, и я думаю, что... Вот, допустим, я смотрю на жену Элвана. Я не знаю, знакомы вы с ней или нет? Анечка, ты чудо. Аня. И я понимаю, что это идеальная жена. И очень повезло Элвану. Вот реально. И вот мне хочется вот такого же счастья себе найти в жизни. Я надеюсь, что... Ну, ты знаешь, в чем разница? В чем? Ну, то, что Элван и Аня вместе с тех пор до того, как он был известен. Да, я знаю. Ему фартануло. Да. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Какие у тебя отношения с политикой? Никаких вообще. Почему тогда ты... Антиполитичный человек. Если ты антиполитичный человек... И в ней не разбираюсь еще. Если ты в ней не разбираешься, почему ты призывал всех голосовать на выборах мэра Москвы за Сергея Собянина? Разве? Пост, Так. парк Зарядье, ты, Тимати, Так. почти 600 тысяч лайков. Ты говоришь о том, как же похорошела Москва при Собянине. Слушай, ну это точно не призыв голосовать Это был за именно Собянина. призыв. Это вот рекламный пост голосовать за Сергея Собянина. Ну, слушай, я же не писал «голосуйте за Сергея Собянина», но даже если бы я так написал бы, то я сказал бы честно. Я считаю то, что один из самых крутых чемпионатов мира был у нас в России по футболу. Причем здесь Сергей Собянин? Потому что вокруг... Он в большом количестве городов. Нет, я тебе не об этом говорю. Я тебе говорю о том, что люди, когда мои, допустим, знакомые из других стран приезжали, они говорили: «Йоу, как круто в Москве, как красиво в Москве». Я видел твое интервью с Эриком, и он говорил, с Давидовичем, и он говорил о том, что вот никто не хочет лететь в Москву, что все считают Россию зашкваром и так далее. Ну, что-то типа такого говорил. Я считаю, что наоборот. Все мои знакомые, у меня очень много за границей друзей, все, кто приезжает, не хочет отсюда уезжать, потому что здесь реально охрененно круто и красиво. Если ты не согласен с этим, что Москва расцвела, я не знаю. Пенза расцвела? Нет. Ну, вот ты никогда не задавал себе вопрос, что Пенза не расцветает, в том числе потому, что есть город-витрина. Просто нам с тобой фартануло, что мы в нем живем. А тем, кто в Пензе живет, не фартануло. Согласен, это дерьмовая ситуация. И если бы у меня была бы возможность прийти к человеку, который сможет изменить ситуацию в Пензе, я бы сказал: чувак, давай как бы мы общими усилиями приедем в город и сделаем его круче. Но я такого человека не знаю. Уточнение единственное по Собянину, ты призывал голосовать за него. Для начала это было бесплатно? Да. Ты знаешь, кто такой Петр Бирюков? Нет. Если что, это заместитель Собянина, у которого семья только в «Легендах Цветного» купила квартиру на 1,5 миллиарда рублей. Нормально. Кайф, чё. Я тоже хочу. Дайте мне 1,5 миллиарда, я куплю себе квартиру. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Тебе 24? Да. Через Через месяц 25. Супер. Самое-самое вышло, когда тебе было 19. Примерно, да. Ну, короче, 5 лет ты из каждого Да. утюга уже бренчишь в России. Ты задавал себе вопрос, что ты будешь делать через 10 лет? Да, постоянно задаю. Что ты будешь делать через 10 лет? Слушай, ну, я думаю, то, что 3, 4, 5, может быть, разных бизнесов у меня будет 100%. Будет какой-то стабильный доход, не зависящий от музыки. И я думаю, пара-тройка продюсерских проектов. Продюсерских? Ну, кого-то я спродюсирую. То есть ты работаешь над тем, чтобы дискотека 2010-х это не было твоим заработком через 10 лет? Да. Сколько с этих бизнесов ты должен будешь отдавать семье Ротенбергов? Смотри, давай еще раз и навсегда. Борис Романович Ротенберг и Карина, к моему удивлению, замечательные люди. Потому что при том, что они имеют, мне было очень удивительно смотреть на то, как мы праздновали Новый год вместе, и были мои родители.
И когда Борис Романович говорил слова, мы все там говорили слова, это был узкий круг, ну, реально пробивало очень сильно. И я удивился, что люди, имея столько всего, не потеряли вот это, знаешь, свое хорошее нутро и остались классными людьми. Нас с ними ничего не связывает, я не их проект, они меня ниоткуда не выкупали, они ничем мне не обязаны, я им ничем не обязан. И я никогда, скорее всего, хотя у меня на груди написано «никогда не говори никогда», но я надеюсь, что я никогда не буду нуждаться в помощи таких людей и не буду у них чего-то просить, чтобы не быть потом обязанным. Я лучше с ними буду просто дружить, потому что они хорошие люди. Смотри, генеральное. Может, это я махнул несколько пиванов, и мне кажется, это ошибочным мнением, там, пацаны это подтвердят и все, или опровергнут. Смотри, на этом интервью ты выглядишь почти всегда довольно простым пацаном, который на пафос сбивается, но не очень часто. За пределами этого интервью у тебя совершенно другой образ. У меня есть знакомые, которые снимали «Холостяк», и некоторые из них говорили, что Крид вел себя как животное. Кстати, что они имели в виду? Они имели в виду надменность, грубость. Они, наверное, имели в виду, что я хотел тех девушек, которые снимались. Нет, они это имели шутка. в виду... Слушай, на самом деле я не знаю, Ты же вел себя там грубо иногда. Нет, это неправда. Это неправда. Это абсолютно все неправда. Это все херня. Это все то, что говорят люди, это полная хрень. Это когда мы с тобой встречались, и ты мне рассказывал про эту историю с этим незаплатившим счетом в кафе, где твои же ребята сказали то, что я себя вел как-то херово. Эта история была просто везде. С этим фотографом, который сказал, что я там его где-то не отметил, что я такой плохой-сякой. Все выдуманное дерьмо. И меня это раздражает. И именно поэтому я тебе сказал, что я ненавижу шоу-бизнес, и я не доверяю людям. Потому что ты им открываешься, а они потом, чтобы сделать себе имя, чтобы просто придумать историю, чтобы было что обсудить. Меня люди, смотри, я супер, никто не даст соврать, здесь точно. Я супер требовательный перфекционист. И поэтому, когда я требую от людей хотя бы чуть-чуть от того, что они должны делать, а еще особенно, когда они получают деньги за это, они воспринимают это как мою капризность. Они воспринимают это как мой... Им легче сказать, да слушай, да он такой плохой, он такой пафосный, он себя так вел грубо, хотя я мог просто подойти и сказать, слушай, чувак, можешь начать работать, пожалуйста? И все. Это человеку будет достаточно. Но я не сомневаюсь, что в моей жизни случались ситуации, когда я мог вести себя хреново. Я не идеальный, и мы все совершаем ошибки. И в моей жизни, я думаю, их было предостаточно. И если вдруг я когда-то перед кем-то себя там как-то не так и неправильно повел, мне очень стыдно и реально обидно. Но это нет ситуации. Давай приведем один пример. Вот история, когда ты вел себя прям мерзко. Ты можешь ее вспомнить и рассказать о ней? Мерзко? Да. Блин, слушай, прям мерзко. Прям, что прям отвратительно. Я не знаю, но бывало такое, знаешь, когда там типа организаторы каких-то концертов не выполняют условия, не выполняют райдеры, мы просто понимаем, что мы, не можем провести, условно говоря, концерт и дать на 100%. Я очень вспыльчивый раньше был. Сейчас я как-то calm down. Раньше я был очень сильно вспыльчивый, и я мог просто наорать на людей. И потом понимал, что, зачем я это сделал. Так вот, в этом интервью ты предельно адекватный человек. Ты даже, в общем, развинтила Поперечного, и вы договорились выжрать пиво без всяких претензий. Так почему твой образ другой? Потому что люди видят то, что хотят видеть. Не так. Это так. И слышат то, что хотят слышать. Слушай, даже у Филиппа Киркорова, как ты можешь судить о человеке, его не зная? Это все полная херня, это выдумки. И то, что ты говоришь, то, что ты говорит Поперечный, да? То, что там типа вот. Но меня никто не знает, какой я есть. Возможно, это моя защита. Так ты же можешь транслировать это в образ. Могу. Теперь начну. Потому что я развязан в этом плане, понимаешь? Что я отвечаю сам за свои поступки, и мне не надо ни у кого ничего спрашивать. Юрий будет дуть, будет Юрий. Блиц. Хабиб Нурмагомедов или Федор Емельяненко? Даже не знаю. Надо выбрать? Не могу одного выбрать. Надо выбрать. Я обоих выберу. Тимати или Баста? В плане чего? Тимати или Баста? Я не знаю. Мне кажется, смотри, по поводу Тимати, я просто его знаю очень близко. И мы с ним работали долгое время. Честно, если не соврать, то более
работяг и трудяг я в своей жизни не встречал. Столько, сколько он работает, херачит и как мало спит, и я больше людей не знаю. Поэтому в плане трудоспособности я выберу Тимати. А Басту я выберу в том плане, что мне нравится он больше тем, что он типа свой чувак. Свой. Да. Без пафоса. Ну, не то, что без пафоса, просто он свой чувак. Знаешь, когда мы с ним не были знакомы, мы с ним пересеклись в Монако. Он ехал на лодке, а я стоял на пирсе. И он подъезжает на лодке, выходит со всей своей семьей. И я вот так стою, я вообще не понимаю, как на пирсе ресторана я встретил Басту со всей семьей. И он как бы дошел: слушай, девчата тебя любят, дочки мои, можешь сфотографироваться? И это было настолько мило и классно, что он может себе позволить так сделать, и несмотря на весь свой авторитет. Поэтому я его тогда очень сильно зауважал после этого. Филипп Киркоров или Юрий Шевчук? Киркоров. Холостяк или Дом-2? Холостяк. 3 лучших рэпера прямо сейчас. Русских. Слушай, ну это тяжело, потому что рэп такая движуха, и, ну, они очень разные. То есть, понимаешь, если брать баттл, то, конечно, Окси вместе с Гнойным встанут. Еще Рикиев я добавлю, наверное. Хотя там 3 лучших батл МС ты назвал. 3 просто лучших рэпера. Блин, тяжело, очень тяжело. У меня столько, наверное, русской музыки. Да тяжело сказать про 3. Давай. Тяжело слушать песню «Самое-самое» больше 2 раз. А 3 рэперов можно выбрать. Так хочется сделать тебе. Я не знаю, мне в одно время очень нравилось, что делает Фараон. Мне охрененно зашел его альбом Pink Floyd. Я его гонял на репите, мне нравилось. Второй, блин, я не знаю, их так много. Гон Флат крутой чувак, мне нравится. Главная музыка твоего детства? Самого раннего «Комбат Батяня», это то, что я пел всегда на гитаре. «Комбат Батяня, Батяня, комбат». Я не знаю, знаешь ты эту песню или нет? Да, к сожалению. И я бремчал на гитаре и пел эту песню. Вторая, наверное, кто же приходит на ум, это Констанция. Это из Боярского, из «Мушкетеров», потому что это был мой любимый супергерой в детстве. Д'Артаньян. Да, я одевал костюм мушкетера, когда был маленький. Это правда, что ты слушал «Король и Шут» в детстве? Да. Любимая песня «Короля и Шута»? Любимый нет, мне нравился альбом очень «Ели мясо мужики», я смотрел все эти клипы и ходил в майке и подтягивался и думал, что я прям вообще фанат. Ты знаешь, что такое зука? Нет. Ты знаешь, что такое юпи? Юпи? Что-то знакомое. Отличный ответ. Если что, это растворимые соки. Да, напиток вот этот. Я просто думал, что ты про что другое спросишь, окей. С кем ты хотел бы фит прямо сейчас? Прямо сейчас Крис Браун, наверное. Человек пиздит женщин. Как? Блин, почему слушай, в тебе это не вызывает никаких протестов? Потому что, я тебе так скажу. Представляешь, женщина. Да. Женщина, она Да, слабее нас, как правило. Бить женщин. Кем нужно бить быть, женщин, чтобы их бить? Тварью, ублюдком и кем угодно. Бить женщин — это омерзительно, отвратительно и недопустимо. Я с тобой полностью согласен. Но я об этом, наверное, забываю, когда произношу имя Крис Браун, и когда... Очень хорошую фразу написал Джастин Бибер, я тебе ее показывал, если ты помнишь, про Крис Брауна, где он сказал то, что, типа, чуваки, у нас прямо сейчас есть живая легенда, который совершил много ошибок в своей жизни, но из-за этих ошибок вы его недооцениваете. Научитесь и постарайтесь полюбить его, пока он еще жив, потому что, когда он умрет, уже будет поздно. Я согласен с тобой, но просто... Сам Крис Браун, как единица, он включает в себя слишком много всего крутого, хотя он не самый хай-топ. Это чувак, который хорошо двигается, хорошо выглядит, который хорошо поет и круто читает рэп. И еще я слышал от пацанов, что он один из немногих, кто реальный прям трушный гейнгста чувак. Типа стреляет в людей? Не стреляет в людей, а типа, знаешь, там, если кто-то ему что-то не так скажет, он без разборок может разбить морду, а не свести все на нет. То есть он настолько, знаешь, там, типа, на что-то может быть. Ты будешь выводить татуировку с Майклом Джексоном? Нет. Почему? Я не верю в этот фильм. Ты не веришь, что он любил детей? Нет. Кто твой самый главный бро сейчас? Что ты имеешь в виду? Ну, кто твой самый близкий чувак? Слушай, самый близкий чувак мне сейчас это...
Костя, наверное, из всех, кто Костя? есть. Костя, да, его зовут. Он снимался у меня в «Холостяке», как друг приходил, типа, смотрел на девочек. Он чувак из моего родного города, из Пензы. И когда я переехал в Москву, я там в не очень хорошую компанию попал. У меня так было и в Пензе. Бывает у меня такое, что связываюсь не с теми людьми. И он меня вытащил, короче, из этой жопы. И мы тогда с ним начали близко общаться. Он учился с моей сестрой в школе, и сейчас вот мы до сих пор уже лет, наверное, 8-9 дружим близко. В чем сила? В правде? Ты фильм «Брат 2» любил? Нет. Я увидел, но это я просто так сказал первое, что пришло на ум, потому что когда правда за тобой, мне кажется, то, что ты сильнее всех. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Конкурс. Что ты принес? Смотри, первое — это шахматы. Потому что нужно обдумывать всегда свой следующий ход, и потому что у меня второй юношеский разряд по ним. У тебя... Да, я 6 или 7 лет занимался шахматами, когда был мелкий. Меня бабушка все время водила на них, поэтому это для меня очень символично. Это Егор первое. Крид дарит шахматы в конкурсе. Так. Это первое. Второе, наверное, это вот это. Так как я большой фанат кроссовок и коллекционирую их очень много, это одни из последних. А ты знаешь о марке Adidas, да? Серьезно? Ну, просто у тебя Bottega Veneta, у тебя Dior и все остальное. Я серьезно не думал, Слушай, что ну вот я- о простой народной марке Adidas ты в Короче, курсе. мои поклонники знают, я в Адидасе хожу все время и еще выступаю в нем. Супер. Так. С 3 полосками на штанах. Какое мнение у Дудя обо мне? О, вот, это вторая история. Третья история. У меня просто очень часто поклонники спрашивают, где взять такие очки, которые ты носишь. И я специально взял ту же самую форму, как у меня, только с другими чуть линзами. Это как у кота Базилио, да? Вот такие очки. В общем, давай подумаем, либо все три первого места, но я бы сделал первое, второе, третье. Разумеется, да. Условие очень простое. Несмотря на то, что ты в целом примирился с Поперечным по ходу нашего интервью, ты же едешь к нему выпивать в Петербург как-то при случае, ну или он к тебе в Москве, и панч на Поперечного в 1, 2, 4 строки тебе все равно может пригодиться даже в формате дружеской беседы. Поэтому 100%. тот, кто напишет самый классный, ёбкий панч на Поперечного от Егора Крида, тот попадет в нашу тройку, а среди этой тройки мы распределим призы. За первое место мы что отдаем? Шахматы или кроссы? Или очки? Первое место, наверное, очки. Очки. По стоимости пойдем. Да, по стоимости, они дорогие. Кроссы, Да. около 20 тысяч рублей. Второе. Второе место. И шахматы, как и полагается, за третье место. Я напоследок скажу, так как я не так часто даю интервью в последнее время, мне хотелось бы сказать, во-первых, тебе спасибо, что позвал, потому что это случилось в именно самый подходящий момент, когда мне необходимо было сказать то, что наболело. Это первое. За это респект. Спасибо. Вот. Второе, хотелось бы сказать большое спасибо всей своей аудитории, которая меня любит и которая вместе со мной, несмотря ни на что. И я помню, я сказал фразу на концерте, которая среди всех моих поклонников прошлась. Это: у меня могут забрать все, что угодно, но у меня никогда не заберут вас. Поэтому огромное спасибо всем тем, кто любит, слушает EK Team, EK Family Forever. Спасибо. Ну а мы понадеемся, друзья, что концовки наших интервью не будут для такого пафоса использовать, поскольку слишком часто это делают в последнее время наши гости. Егор, главное... Это не пафос. Крафтан тебе зашел? Это не пафос. Ты понимаешь, почему я пью не Это мои корону любимые экстра поклонники. слаймом, а с крафт? Вот в этом месте, где нет отдельных кабинетов, где нет места для телохранителей, тебе норм в этой жизни? Абсолютно. Супер. Спасибо. Юрий Спасибо. будет дуть, дуть будет Юрий.